Привет всем, добрый вечер. 46 человек, это что такое, это лето? Давайте, началось уже, да? Напишите мне, пожалуйста, плюсы, если у вас все хорошо с аудио и видео, и мы поедем заниматься. Ну что, почему такое маленькое количество я получила домашних работ условно? Вы тренировались, у вас не получалось или что, стесняетесь отправлять, отмечать? Скажите мне, пожалуйста. И плюсики. Отлично, у всех все хорошо. Ну что, давайте, время не тянем. Сегодня мы должны прям все быстро сделать. Начинаем мы с рисования, как всегда. Сначала я вам расскажу, как рисовать, и покажу на планшете. Азиатская схема роста волосков встречается не так уж и часто, но тем не менее встречается у европейцев тоже вполне, и мне надо планшет включить. Да. И вам нужно обязательно уметь, в принципе, владеть всеми схемами, если вы собираетесь осваивать. Хорошо. Так, ну, если пишет всего один человек, что звука нет, это, наверное, очень сложно. Ясно. Давайте, поехали. Так, нарисую красными линиями схему и сразу, чтобы зеркалилось. Сразу начнем с рисования. Кстати, кто уже вообще попробовал рисовать на клиентах, может быть, особо ретивый, потому что у меня сейчас занимаются на дистанционном курсе мои студенты, которые прилетят точно ко мне, и одна из них параллельно пробует сразу на клиентах все новые линии. То в головке 3 волоска, то уже такая расширилась до середины брови. Некоторые студенты бывают очень смелыми в плане работы. Так, рисовать будем ручкой, цвет выбираем коричневый. Чем отличается азиатская от европейской? Это тем, что, и вот смешанной, с плавающей связкой тоже, это тем, что волоски в брови начинают расти вниз практически от самой головки. Иногда даже в головке волоски уже растут не вертикально, а горизонтально и практически лежат по нижнему контуру. Азиатская схема роста волосков, она очень условно называется азиатской. На самом деле очень много казахов, корейцев, китайцев я встречала с растущими вверх бровями. Поэтому мы ее так называем. Отличается она от всех остальных ростом волосков. И, естественно, первая наша линия, которая у нас меняет направление роста с верха вниз, она у нас находится в головке. То есть она может находиться прямо сразу в верхней части головки, может находиться даже в середине головки. Вполне. И самое главное, чтобы волоски, которые вы прорисовываете в районе головки, также были не яркими, тонкими и нарисованными желательно либо с одного прохода, либо прям легко-легко, чтобы они ни в коем случае не были тяжелыми, потому что так как этот волос первый проходит у нас в районе головки, некоторые мои студенты начинают его и сразу ярко. Вот этого делать не надо, потому что чаще всего вот эти волоски, которые меняют направление роста волос, они даже, в общем, полупрозрачными должны быть. То есть в этом месте соединяются все волоски, которые растут вверх и которые растут вниз. Не обязательно прорисовывать его очень-очень ярко. И дальше у нас идет просто как обычно волоски, прорисованные в нижнюю часть брови. Вы можете сразу
удлинять по нижней линии все волоски, чтобы они как бы друг с другом соединялись. Азиатская укладка также славится тем, что акцент у нее расположен снизу. Нижняя часть брови, максимум нижняя часть и середина. То есть верх всегда очень легкий. Скорее всего, у вас не получится создать очень яркие волоски по верхнему краю. Это не будет красиво, они там все должны быть такие полупушковые. Как обычно у нас волоски, которые находятся по верхнему краю, между собой имеют большее расстояние, а волоски, которые находятся по нижнему краю, имеют практически не имеют расстояния, а напротив, у вас они друг с другом могут переплетаться даже. Расстояние я не буду здесь, или могу показать, в принципе, красным цветом, делить бровь в азиатской укладке на зоны, как бы особо смысла нету. Единственное, что я практически всегда делаю, это когда обвожу бровь точками, делю все пространства на равные части. Поэтому вы для себя можете, в принципе, поделить карандашом прям вашу бровь, если вам это поможет. Единственное, что начинать волоски прямо точно от линии чаще всего не получается. Вы можете попробовать. Очень много зависит от того, сколько у вас растет волосков в брови. Если волоски очень редко посажены и рыхлые, то вы можете вполне рисовать очень редко волоски ваши и акцентов добиваться при помощи утолщения волосков, либо тени. Если волоски растут часто-часто и они тоненькие, то вам придется рисовать много волосков. Я сейчас здесь нарисовала прям очень много волосков, как вы видите. Наверное, снизу я прорисую еще такую же бровь, только волоски в ней буду рисовать на большем расстоянии, потому что часто нарисованные волоски все-таки я, допустим, редко рисую довольно-таки, потому что очень-очень устают глаза, и как бы я стараюсь этого не делать. Также волоски, которые вы прорисовываете, их наклон зависит от того, как растут волоски свои у клиента. Мы еще впишем эту схему в клиентское лицо, и там будет разный рост волосков, об этом поговорим чуть-чуть позже. Можете тут же повторять на бумаге все то, что я делаю. Это прям будет вообще отлично, если вы все повторите. То есть мы прорисовываем, как всегда, волоски на равном расстоянии под выбранным вами углом по отношению к линиям в теле брови. И дальше мы начинаем прорисовывать волоски, которые как бы образуют пучки. Как всегда, не обязательно начинать прям четко от предыдущего волоска. Вы можете начать условно в воздухе. То есть это зависит от того, насколько заполнена либо не заполнена бровь волосками вашего клиента. Иногда вы должны соединить между собой соседние два скелетные волоска. Иногда это не нужно делать вообще, потому что ваши глаза просто взорвутся. Когда у вас волоски прорисованы часто, как вот на той брови, которую я сейчас рисую, у вас получается обычно вот в этой зоне, смотрите, вот я прорисовала волосок на верхней брови, и вот это пространство я советую делить пополам, не на 3 части, а пополам, потому что, наверное, мне надо увеличить и прям прорисовывать, чтобы линии были более хорошо видны. То есть пополам, потому что если прорисовать тройной волос, на 3 части разделить, то это будет совсем очень густо, очень сложно. И по сути каждый из ваших
волосков образуют собой пучок. Какой из них выделить? Естественно, это скорее всего будет либо средний, либо нижний пучок. И есть вариант вытягивать из предыдущего волоска, вот как я сейчас прорисовываю. Тогда получаются линии соединения плавнее. То есть это прям очень такая простая схема, потому что она очень сильно повторяется. Видите, одинаковые вообще движения. Это без учета роста волосков. Когда у вас, когда вы работаете уже на клиенте, у вас включается художество и включается ваш осознанный выбор где-то утолщений, где-то очень легких волосков полупрозрачных. То есть, по сути, одинаковыми простыми вот такими связками заполняется вся бровь абсолютно в длину. И в головке, в принципе, так же, как и в смешанной схеме, вы прорисовываете волоски, закрывая пустоты. Все. Следующий ваш шаг — это убрать красные линии и начать выделять. Так, неправильный слой. И начать выделять волоски, которые, на ваш взгляд, нуждаются в большей яркости. То есть вы либо их обводите, либо вы их делаете толще, или между ними вы даете тень, тоже, как мы это и обсуждали. Так как абсолютно повторяющийся рисунок, не должно возникнуть проблем при усилении вами рисунка. Обычно это середина. Чуть более сложно все на брови, у которой большое расстояние между волосками. И опять азиатскую связку из-за ее, как бы сказать, сложности воспроизведения на коже я не советую рисовать на пустых бровях. То есть если нету волосков, то рисуйте европейскую. Она проще, она смотрится эффектней, с ней проще создать в лифтинг, то есть когда у вас визуально приподняты брови благодаря акценту, который размещен в верхней части брови. А в азиатской схеме, конечно, с этим чуть-чуть сложнее. И по сути здесь похоже. Просто у вас такое все более размашистое получается. Ну и, как вы видите, немножко другой наклон у волосков. Вот в этих пучках вы можете прорисовать 2-3 волоса. То есть еще на моменте рисования на клиенте первых волосков вы уже прикидываете, всегда помните об этом, что это не просто схема, а вы уже должны, рисуя первый проход, смотреть, где вы расположите акценты, где вы прорисуете прям тонкие полупрозрачные волоски, которые даже обводить не будете, где вы сделаете их толще, либо дадите тень. То есть это все делается на именно такое осознанное обдумывание работы во время первого прохода. Сейчас я потом выберу карандаш потолще. То есть вот они повторяющиеся. И что мы делаем потом? Мы выделяем те волоски, которые должны быть более яркими. Вы даже можете чтобы выглядела ваша бровь более объемной,
прорисовывать эти линии еще на первом проходе, в смысле они у вас сразу прорисованы толстыми, чтобы вам было проще. И чаще всего на коже без анестезии ложатся гораздо более просто волоски, на самом деле, чем потом на коже, на которую вы анестезию нанесли. То есть вот в этих зонах обычно это либо середина, либо ближе к нижней части у вас вы прорисовываете акцент. Сейчас на клиентской брови я буду уже рисовать, стараться прям тонкие волоски, чтобы было более реалистично. Просто здесь я так схематично. Как ни старайся, всегда получается акцент середина, нижняя часть брови в азиатской схеме. Потому что так расположены волоски, так они растут. И потом вы уже можете добавить вспомогательные волоски, такие полупрозрачные, пушковые. То есть это либо тонкие, либо быстрые, когда у вас остается дымка. На самом деле во всех абсолютно схемах движения и волоски все похоже. То есть вы используете практически одни и те же движения. Пробует кто-нибудь? Привет еще раз всем, кто пришел попозже. Пробует кто-нибудь тут же со мной рисовать? Ну, а кстати, здесь нет возможности прикреплять рисунки? Нет? Было бы неплохо тут же все проверять. Смотрите, пробежимся еще по различиям. Здесь просто я рисовала карандашом. Здесь линии более мягкие, но обычно они плохо видны, когда рисуешь карандашом. Выбираешь здесь, он такой более какой-то полупрозрачный. Насчет акцентов, это очень важный момент. Верхняя, видите, у нас схема азиатская, с дорисованными всякими вспомогательными, с утолщениями и так далее. И, как видите, это нормальное расположение акцента, нижняя часть брови, середина брови. В европейской акцент может быть расположен где угодно, где вам удобно. Вы можете даже теоретически по низу его расположить, а все верхние волоски сделать полупрозрачными. То есть это самая такая универсальная схема. Если нету волосков, выбирайте ее. И смешанная схема, в принципе, она достаточно похожа на европейскую, особенно вот в этом виде, когда прорисован излом пушистый. Вы выбираете просто место, где у вас волоски меняют свое направление, в зависимости от того, как они растут у клиента. Ближе к головке, в середине тела, либо в разных местах на левой и на правой брови, если это нужно в вашем конкретном случае. И сейчас мы будем рисовать на клиентах. У нас тут есть... Еле нашли, честно говоря. Вот прям реально с азиатской схемой еле нашли. Это же должна быть еще модель, которую можно использовать, на которой можно работать. Смотрите, ну вот здесь вот в общем азиатская схема ярко прослеживается. Просто, конечно, очень плохая кожа, на такой, наверное, работать не стоит, пока она в таком состоянии. Но мы порисуем. Тут даже что-то плохое на веках творится. Короче, тут надо к дерматологу, клиенту идти. Так. Накидаем, как обычно. Линии центральные. Так как людей сегодня немного, мы не будем выключать комментарии. Вы пишите вопросы, но советую писать вопросы ближе к тому моменту, когда я закончу. Если они у вас останутся, то я на них радостно отвечу. Вот эти, кстати, брови, они очень хороши для рисования именно волосков. Они вроде есть, вроде дают рисунок, который подсказывает, как вам прорисовать рисунок.
Ну, и они такие тоненькие, что особенно не мешают. Единственное, между ними и волосами большая разница по цвету. Видите, свои волоски прям серые, откровенно серые, а волосы, видимо, крашеные. Поэтому тут надо, наверное, выбрать чуть-чуть более теплый цвет, а, чем волоски клиента. Диктует нам ширину головка. Смотрите, здесь видно, в принципе, где волоски растут. И от этой ширины я и буду плясать. И просто к излому поднимаем прямую линию. Можете свести с центральной линией, можете прям сразу прорисовывать также головку. Также ориентируясь либо на пушковые волоски, которые растут. Если все выщипано, то ваша головка в общем и целом должна находиться в районе глаза, может быть, чуть-чуть вперед, где ямка вот эта вот возле между глазом и носом. Как вы помните, это воздушная часть вашей головки клиента. И стараемся сохранить, конечно, все волоски, насколько это возможно. И зеркалим в противоположную сторону, также стараясь сохранить все волоски на брови. Можете теоретически, если пока тяжело, прям рисовать вот эти все линии, либо пользоваться нитками, потому что меня засыпают в директ, говорят, а как провести простую вот эту прямую линию. То есть я снимала даже видео, по-моему, на YouTube или где-то в трансляциях говорила, вы можете брать зубную нить обычную, потому что она одноразовая, вы не будете трогать клиента чем-то многоразовым, не вижу смысла делать никакие лески с бусами, ерунда это все. Обычная зубная нить, оторвали кусок, намотали на пальцы и прислонили к коже, чуть подержали, убираете, эта линия остается. Она видна в течение нескольких минут, очень хорошо, вмятина на коже, пока вы поставите точки. И таким же образом вы можете отмерять все простые прямые линии, не сходя с ума, без линеек, так как я недолюбливаю линейки. Либо прямо вот в каком-то пигменте, допустим, в тех же самых тенях вы можете испачкать эту зубную нить и ей ее приложить, и прорисуется у вас тоже прямая линия, которую вы можете использовать. Я как художник чаще всего пользуюсь вот этим методом, когда я вытаскиваю вперед руку и просто прикладывая ноготь, ориентируюсь на кончик моей либо карандаша, либо что там у меня в руках, зубочистка может быть, и отмеряю вот так вот пальцем, прищурив один глаз, я смотрю, где у меня начинается бровь, где заканчивается, отмеряю расстояние на предмет, на ручке, допустим, на карандаше, и потом то же самое отмеряю на втором глазу. Запомнить вы можете линии, где должны начинаться и заканчиваться, благодаря, там, не знаю, какому-нибудь пятнышку, волоску, поре, где там у вас. И вот вы отмерили, и тут же так чик, поставили линию, отмерили, чик, поставили линию. Вот таким образом и зеркалится. И почему я за этот метод? Потому что он тренирует вам глаза. Вы начнете просто видеть со временем, если будете постоянно пользоваться вот этими вот измерениями. Можно посчитать, сколько раз хвостик вошел в тело брови, допустим. То есть вы прям от излома до кончика хвоста замеряете расстояние, а потом прикладываете вот так вот. Раз, он вошел, два и 2,5. Окей, переносите то же самое 2,5 на соседнюю бровь. Какая толщина? Так, вот здесь вот столько отмерили, толщина в середине брови уже на чуть-чуть меньше, в изломе еще меньше. Вот так вы можете всю бровь абсолютно измерить. То есть вы становитесь на одном расстоянии, и вот ваш инструмент замера. Пока на лицах это сложно, вы можете взять просто бутылку, поставить ее перед собой и померить, сколько раз горлышко входит в середину там, вот этой тонкой части бутылки, сколько раз утолщение в начале бутылки, расширение входит в самую широкую часть. Короче говоря, этим инструментом пользуются художники. И я наблюдала, когда училась в колледже художников и в университете потом, людей, которые приходили учиться, вообще не умея рисовать. Не знаю, почему они шли на этот курс живописи и графики.
И, в принципе, к концу 5-го года они уже все рисовали там более-менее хорошо. То есть это то, что можно развить. Поэтому главное тренироваться, главное пользоваться всеми этими инструментами, то есть своими глазами и воспитывать их. Вы можете и проверять себя. Вы можете прорисовать все эти линии, а потом взять линейку и подзамерить. Просто вы должны понимать, что когда вы смотрите на человека прямо и все вот эти замеры совершаете, вы это делаете без учета того, что его надбровные дуги и вообще две половинки черепа совершенно разные. Если вы подойдете сделать это линейкой, и более того, какой-то гибкой линейкой, которая изогнется и примет форму, и потом перенесете на вторую бровь, то есть у вас может вылезти асимметрия. В этом и проблема тех людей, которые рисуют именно по линеечке. То есть у них здесь 4 сантиметра и здесь 4 сантиметра, а прямо смотришь и выглядит совершенно неасимметрично за счет именно искажения, которое дают кости. Поэтому я рекомендую все делать на глазок. Ну и какая-то небольшая симметрия меня, например, никогда не пугает. Мы даже сняли на эту тему видео. Поэтому я за небольшую асимметрию, которая возможна. Самое главное, чтобы у вас были максимально симметричны головки по ширине, по форме, по нахождению относительно осей, горизонтальной и вертикальной. А все остальные линии меня, допустим, волнуют уже постольку-поскольку, потому что слишком мы несимметричные создания. Это интересный вопрос. Я стала присматриваться к азиатским бровям, и мне кажется, что это самый неудачный случай для волосков. Вот не советовал бы волоски в случае азиатского роста. Если все-таки клиент хочет волоски, если вы умеете их делать, и у него волоски растут вниз, то, на мой взгляд, иначе, чем прорисовывать азиатскую схему, нельзя. По-другому нельзя. То есть вы не можете нарисовать волоски, которые идут вверх, потому что заживет это все такой кашей, и это будет конфликт между своими волосками и нарисованными волосками. Короче, мне не нравится такая идея вообще. Прикол, почти черные волоски на самом деле у нее свои, серые. Ну что, начинаем. То есть здесь, в принципе, у нас... Так, мне надо выбрать. Волоски начинают расти не прямо от самой головки вниз. Тут мы можем чуть-чуть нарисовать их вверх, но я прорисую все-таки вот эту первую линию. Смотрите, она может начинаться в любом вообще месте. И вы ее прорисовываете в зависимости от того, какой наклон волоски вашего клиента имеют. Смотрите, здесь они такие прям почти горизонтально расположенные по отношению к телу брови, к линиям вот этим нашим вспомогательным. Так, я начала не на том слое рисовать. Сейчас я уйду на другой слой. Сорян, а то потом не смогу. Поэтому смотрите, вот здесь вот прямо я, видите, где начинаю рисовать? Это я делаю для того, чтобы пушистая часть у меня сохранилась такой максимально пушистой. Но соглашусь с тем, что такая прям это сложная схема, но она может выглядеть вполне красиво. Получается, здесь у нас 1, 2, 3, 4 волоска, и можно тут же расположить также волоски с другой стороны, чтобы было у нас... Почему я называю это обычно реконструкцией? Потому что мы вплетаем свои волоски
волоски клиента, и даже если где-то дрогнет у вас рука, или где-то вы сработаете поверхностно, или кожа вытолкнет больше пигмента, чем вы планировали, это все вольется в волоски клиента, в их какие-то там где-то короткие, пушковые и так далее, и это не будет смотреться так же плохо, как если бы то же самое кожа сделала с волосками, которые рисуются наперекор своим волоскам. Тогда любая ошибка минимальная становится такой прям активной, агрессивной и видна сильнее. Поэтому так, 4. То есть, так как здесь волоски растут достаточно одинаково, мы можем прям четко, неудобно с большого расстояния рисовать, мы можем прям четко одинаковое количество волосков прорисовать. Но на самом деле я уже давно-давно-давно не считаю волоски. Но какое-то время вы можете это делать, и вам это не помешает. Так, могу отключить клиента, чтобы вам было лучше видно лицо клиента при прорисовывании волосков. И, как обычно, нудно, медленно. Когда даже на планшете начинаешь спешить, чтобы быстрее показать, быстрее нарисовать, рука начинает дрожать, линии получаются странные. Количество разделяющих вспомогательных волосков не должно быть одинаковым. То есть, опять напоминаю, в зависимости от того, каким образом расположены волоски вашего клиента. Вы прорисовываете ваши волоски, выбираете их количество, выбираете их толщину нахождения друг рядом с другом. Излом обычно должен быть самым таким прям пушистым. И включим лицо, чтобы глянуть, как они там вплелись. Почему включаю лицо? Потому что мне же нужно смотреть. Смотрите, видите, вот здесь, допустим, у нас пустота. Я должна сразу прорисовать линию. Возможно, вот здесь в пучок еще один нужен, чтобы у меня бровь не была такой дырявой. Потому что вот именно там они не растут. Понимаете, да, как важно не противоречить своим волоскам, не создавать конфликта между своими и нарисованными. Ну и у нас задача не только как бы вплести что-то, но вообще, в принципе, сделать бровь более, может быть, интересной формы, мы об этом не забываем, да? Расположить акценты таким образом, чтобы она стала такой более объемной, что ли. То есть наша задача улучшить каждый раз бровь клиента. Ну, постараться, насколько это возможно. И смотрите, вот здесь довольно сложная головка, потому что она и вроде ее не щипала, вот они так растут. Такие тоненькие, какие-то маленькие пучок, не знаю, как это назвать, недоволоски. И тут надо тоже постараться прорисовать волоски таким образом,
чтобы не создавался такой прям большой конфликт между ними. И они, конечно, тоже должны быть прям такие максимально. Так, а на каком слое я рисовала их? Походу, прямо тут. Вечно я про слои забываю. Угу. То есть, смотрите, я начала самый первый волосок не прямо от начала головки, не прямо от угла, и это дает мне возможность вот здесь вот в начале прорисовать несколько волосков, такие как, ну, как, чтобы они росли немного вверх все-таки, чтобы как более привычно выглядела головка, чтобы не начинались они вот прям сразу вниз. И включаем лицо посмотреть. Вот смотрите, мои прорисованы как бы более полого, чем ее. И все мои следующие вспомогательные волоски я могу прорисовать такими более... Так, опять не тот слой. Более вертикально, что ли, растущими, чтобы опять даже здесь не создавать конфликта между ее родными волосками и теми, которые я нарисую. Нам этот конфликт не нужен, потому что заживет это все некрасивой кашей. Если вдруг кожа вытолкнет больше, чем надо. И нам это не нужно. Если кожа жирная, прям плотная, то вы можете добиваться объема при помощи тени и волоски рисовать такими напыляющими движениями, когда вы в одной борозде идете, как примерно вы рисуете стрелку, когда фиксируете. То есть на толстой коже, прям тонкой-тонкой одиночной линии, довольно сложно отрисовывать волоски. А на нормальной и тонкой коже вы можете рисовать прям тонкие-тонкие волоски, которые с большей вероятностью приживутся такими же тонкими, чем на толстой коже. То есть на волосковой технике старайтесь в зависимости от кожи выбирать и то, как вы рисуете рисунок. Ой, что это за линия? Так, ну-ка отключим все красные линии. И вот когда мы стираем все вспомогательные линии, смотрите, я, глядя, отодвигая вот так лицо подальше, я понимаю, что, ну, там еще можно в хвосте добавить немного, да. В принципе, там какая форма обсуждалась. Я могу вот эти линии... Ой, не тот слой, сорян. Вот эти линии могу чуть-чуть вытащить, более ярко прорисовать. И создам таким образом форму, может быть, более интересную, с изломом. Ну, на этом лице вполне смотрится и вот такая прямая бровь. На самом деле, когда очень ярко выраженный излом у формы брови, азиатскую схему довольно сложно рисовать, потому что в какой-то момент в районе излома они пойдут почти параллельно друг другу. Ну, давайте уже остановимся на этой. Азиатские брови часто бывают такими прямыми тоже. И нам нужно отрисовать вторую бровь. Так, включаем форму снова и уходим на вторую бровь. Делаем все то же самое. Когда вы будете рисовать на клиенте ваши волоски, я вам советую сразу предупредить вашего клиента, что... Блин, опять не на том слое рисую, что меня...
Сразу предупредите вашего клиента, чтобы он не болтал, дышал поверхностно, не жевал, чтобы вам было удобно работать, потому что все дрожания клиента, мышцы, которые работают вот в этой области, все будет вам мешать. Поэтому не забывайте об этом. И мне даже когда я рисую на планшете и говорю, получается вот такая волнистая линия, и она выглядит так себе по прекрасности. Поэтому я замолкаю на секунды. Еще раз напоминаю, что все это только постоянная практика. Не относитесь очень легкомысленно к тому, что будете делать, и постоянно практикуйтесь, постоянно руку свою контролируйте, постоянно делайте какие-нибудь задания, даже если не на латексе, то, не знаю, на бумаге. Ушел клиент, освободилось время, посидели, чуть-чуть порисовали, потому что, я сомневаюсь, что прям все из вас работают, там 6-7 клиентов в день делают. Времени обычно дофига, просто все его тратят, не знаю, на Инстаграм. Потому что тяжело себя заставить много работать. Знаю точно, сама такая же. Все, включаем лицо. То есть в какой-то момент, мне прям необходимо смотреть на лицо, потому что я просто не знаю, где мне надо усилиться, а где мне надо уже остановиться. Так. И я убираю уже красные линии, чтобы они мне не мешали. И здесь у меня... Хорошо, там кто-то пишет, я вижу, что ностальгия по художественной школе. Хорошо, когда есть вот этот навык. На самом деле, даже это довольно сложно замерять вот таким образом, потому что глаз должен быть прям хороший, натренированный. Но я вам рекомендую это как один из самых таких действенных способов в построении, в поиске симметрии. Вот на этой брови можно было бы рисовать двумя вариантами. То есть вы могли бы прорисовать толстые волоски, я имею в виду середину, чтобы усилить. Или вы могли бы прорисовать тонкие волоски, желательно с одного прохода. Прям такие уверенные. Потому что кожа, если бы не вот эта россыпь прыщей, кожа хорошая для волосков, очень хорошо подходящая. И теперь мы тут должны немножко сделать брови похожими. То есть на самом деле вот сейчас, смотрите, я прорисовываю свои волоски, вот те, которые я рисую, и мне как бы мешают ее волоски. Я отключаю, когда лицо, чтобы было видно, где я рисую. То есть то же самое вас ждет, когда вы будете рисовать на клиенте. То есть это умение увидеть сквозь волоски клиента, где там кожа, где там наконец-то линия легла или не легла. То есть это то, что вы будете делать постоянно. И глаза устают больше всего именно когда много своих волосков. Поэтому
Тут есть и плюс, и минус. Когда много своих волосков, ваши ошибки могут быть не так уж и видны на бровях клиента, но вам будет тяжелее работать и рисовать, в плане вглядываться в его брови без конца. Или когда у вас лысый клиент, лысобровый, и каждое ваше движение, каждый ваш штрих должен быть прям хорошим, красивым и точным, иначе все ваши ошибки заметит даже ваш профан-клиент, который не разбирается ни в чем. Так, ну что, теперь отодвигаем от себя лицо и смотрим, что тут у нас по форме. В волосковом методе проще по форме делать какие-то поправки, чем даже в растушевке на самом деле. Там дорисовал волосок. Хотел сказать, там удалил. Удалить-то не получится. То есть эти вот все занятия, которые у нас на наших курсах дистанционный мастер волосок, они направлены на то, чтобы вы могли попасть в ту же самую борозду еще раз, чтобы вы плавно соединили ваши волоски. Ну, короче, да что такое? На то, чтобы рука ваша стала твердой и глаз тоже. У меня получилось чуть больше, длиннее хвост и шире бровь. Но представим себе, что это клиент, и уже стереть волоски мы не можем. Значит, нам нужно удлинить волоски на соседней брови, если у нас где-то чего-то не хватает. И вот тут еще в головке тоже. Всегда получается одна бровь более удобная, чем вторая для постановки рук. И на одной из бровей у вас получится обязательно линии чуть более яркие, где-то волоски с таким уклоном, не таким же, как на соседней брови. И это нормально, так бывает, ничего страшного. И смотрите, по нижней линии старайтесь не создавать прям вот этих четких, ярких тоже линий, потому что нижняя линия, хоть у нас и ярко выражен акцент все-таки сейчас по нижней линии, но буквально миллиметр у вас снизу должен быть тоже полупрозрачным, то есть все ваши окончания волосков, если даже у вас соединения волосков какие-то идут по нижней линии, эти волоски тонкие, они у вас должны быть такие мягкие. Иногда мне действительно сложнее рисовать на бумаге уже, чем на голове клиента. Ну, короче, как-то так. Я вижу, что левый хвост чуть-чуть ниже. Ну, вот такими вот доделками вы, по сути, и занимаетесь во время процедуры. Вообще ничем не отличается то, что я сейчас делаю, от того, что вы будете делать со своим клиентом. То есть вы просто постоянно проверяете, в одном ли месте у вас акцент, одинаковой ширины каждая бровь, потому что это важно. Вы не можете прорисовать одну длиннее, одну темнее. Вы должны их сделать одинаковыми. И вот эта бровь все никак мне недостаточно длинная. Короче, человеку брови были нужны.
они всем нужны. И видите, азиатская схема вполне может вписаться так, что вообще не поймешь, это ее брови или это не ее брови. А если бы я на этих бровях, растущих вниз, нарисовал бы сейчас красиво растущие, нарисованные наверх волоски, то это бы бросалось в глаза. Понимаете? Поэтому все-таки я считаю, что надо уметь все схемы и вписывать и прорисовывать также все схемы. Давайте посмотрим, что было и что стало. Что было, что стало. То есть, ну, явно брови ей бы не помешали. Ну и в принципе, да, все в пределах линий. Могу почитать сейчас ваши вопросы. И что там у нас? Где у нас? Угу, как раз по поводу... Так. Ностальгия. По заживлению воздушный край волоска уйдет. Ну, чаще всего, да, воздушный край волоска, он не то что, ну, он как бы уходит частично, та часть, которая не в нужном нам слое кожи. Поэтому и бояться прям сильно ширины при правильно нарисованных волосках не надо совсем. То есть они реально сужаются прям очень сильно именно за счет воздушного края у волосков. Ой, у волосков. Но я вам не рекомендую выходить за рамку первое время, потому что 100% получится так, что именно тот волос, который у вас за рамкой, далеко за рамкой, он останется весь там. Поэтому, если у вас есть рамка, работайте внутри нее, даже воздушный край ваших волосков, пусть будет первое время внутри нее. Когда вы уже освоите прям внесение пигмента в кожу и будете уверены, что вы прикоснулись правильно, пошли правильно, тогда уже вы можете чуть-чуть вытягивать волоски за рамку, и они тогда станут у вас, ваши брови более живописными. Так. Я купила волосок эконом сейчас на достормоке, зачастую, когда рисую на коврике, не дышу даже. Правильно, в обморок только не падайте. На самом деле так и есть. Ты дышишь, у тебя рука трясется, то есть все важно. Я очень рада, что вы купили курс и не дышите. Каковы особенности отрисовки волосков на бровях у мужчин? Ну, обычно они просто более толстые, более рельефные. Я все думаю... Как часто попадаются мужчины, и надо ли делать вебинар по ним? Потому что у меня есть несколько мужчин, и я думаю, что я сделаю вебинар по мужчинам сразу и с коррекцией, все в одном. Но я еще думаю. Возможно, вопрос уже звучал. Поначалу, как клиент рисовать, на клиенте рисовать все волоски стоит и делать по ним или только основные? Да, этот вопрос я уже поднимала в предыдущих во всех. Скажу еще раз тоже. Вы прорисовываете скелет по всей брови, то есть все ваши там 7-8 основных волосков, а все вспомогательные, но вспомогательные это не равно, что они более бледные или еще что-то. Они такие же важные, как и скелетные, просто скелетные вам дают зафиксировать форму правильно, а вспомогательными вы работаете уже там, где пусто, то есть либо там, где вам нужно усилить акценты. Поэтому все волоски важны, и прорисовывать их нужно, да, но скелетные вы потом просто не повторяете, если они проходят в зоне, где у вас растет, допустим, пучок, и там они просто не нужны. Вот прорисовали с одного раза, и больше его не трогайте, рисуйте только вокруг. Интересно, здесь сейчас получится, если я уберу... ну здесь примерно равно. Ну, смотрите, здесь, в принципе, тоже видно на этих бровях, что есть зоны пустот. То есть вот где серединка, я почти не рисовала, там как бы нет смысла рисовать, свои волоски создают объемы, в принципе, как бы насыщенность. Поэтому то же самое. Ну вот, по-моему, ярко выраженные рельефные брови были на прошлом уроке, и там было хорошо видно, что не везде нужно рисовать. И не обязательно повторять прям все волоски. Я так поняла, лучше без анестезии все делать. Ну, на самом деле, без анестезии будет тяжело, особенно первое время, тяжело вашему клиенту вытерпеть. То есть они начинают пытаться подрагивать и вернуться. Если болевой порог вообще высокий, то я несколько раз делала полностью волосковые брови без анестезии. Да, кожа слегка краснеет, ничего страшного, это никак не мешает. Более того, когда анестезия выбеливает кожу,
она делает больше работы как будто бы. То есть это касается всех зон, когда срабатывает на веках, на губах, ты такой, блин, только что было все почти идеально, и тут же столько работы проявилось. Поэтому так. Первый проход точно без анестезии, дальше я работаю с анестезией. Наш пигмент на волоски мы разбавляем, но буквально одна капля там на 6-7 капель пигмента. Немного. То есть чисто для того, чтобы он ложился более мягко, чтобы он не ложился такими пунктирами, точками. Так, очень много волосков, они не сплывутся. Еще раз повторяю, когда много волосков на бровях, вы будете вынуждены рисовать много волосков. Если вы не повредите кожу вокруг волосков, то они не расплывутся и между собой не сплывутся. Почти всегда волоски расплываются и сплываются между собой, когда вы вот так много раз почиркали кожу, потом все-таки провели волосок, и вот эта вся рыхлая, разрушенная кожа вокруг, в ней вот так пигмент расходится и не держится, и прям это выглядит как растушевка неравномерная. Поэтому я не рекомендую вам первое время выбирать брови для волосков, на которых надо рисовать много волосков. Лучше рисуйте их на большем расстоянии прям, чтобы они не расплывались как раз. Брови немного разные, ну, это же не клиент, я вижу, что они немного разные, мне просто уже лень, честно говоря. Я, наверное, чтобы не подрисовывать, я просто чуть-чуть сотру вот этот дурацкий кончик, который у меня в хвосте левой брови, чтобы они стали более похожими. Так. Так. О наших пигментах скажите пару слов, как их применять или прям при покупке. Можно наши пигменты разбавлять, можно наши пигменты не разбавлять совсем. Когда они не разбавлены, они максимально концентрированные и кроющие, и вы можете совершить много ошибок. Поэтому первое время я советую разбавлять наши пигменты для растушевки 100%, чтобы совершать меньше ошибок. И для волосков добавлять буквально там одну каплю воды, чтобы мягче ложился пигмент. А так, в принципе, они очень простые для использования. Так, в какой программе вы рисуете? Спасибо. Это скетчбук программа. Ну, таких для рисования программ очень много на самом деле. Я вживую не видела, чтобы волоски выглядели красиво и натурально через время. Это специфика волосков или рукожопы мастера делали. Ну, скорее всего, это делали, да, рукожоповые мастера. Это как можно сказать, что спустя год я не видела ни у кого хороших растушевок. Но она не выглядит уже хорошей спустя время. Ни одна работа не выглядит. То есть она начинает терять какие-то границы внешние, может где-то пятна проявляются. Это зависит от того, на какую глубину положен пигмент. Также точно и в волосках. На самом деле вам не надо делать волоски абсолютно всем, как я в свое время, когда начинала с них. Я делала на всех кожах, на всех типах волосков, пофигу, я ничего другого не умела, я делала только волоски. И я наблюдала спустя время, конечно, клиентов, и большое время, и я видела свои заглубления спустя время. То есть клиент приходил, и те места, где я заглубилась, они до сих пор ярко видны спустя 1,5-2 года. Все остальное ушло в ноль. Ну вот исходя из этого вы должны предполагать, как будут выглядеть волоски. Если вы слишком поверхностно сработали, большая часть уйдет там через пару-тройку месяцев, когда кожа обновится. Если вы заглубились, то заглубления будут надолго, они могут и 5 лет пробыть с вашим клиентом. Поэтому все зависит от правильной глубины укладки. Так, так. Начинать работу также с неудобной бровью. Ну да, я всегда советую со сложного начинать, потому что там, где вам просто работается, вам уже будет проще что-то дорисовать и нарисовать так же, как на первой брови, потому что если вы нарисовали феерично и очень красиво бровь на удобной стороне, потом вам будет сложно перенести ее на вторую сторону. А наоборот, уже не сложно. Давайте сейчас идем на перерыв. После перерыва я через 5 минут дочитаю вопросы, и мы начнем смотреть видео. И там я тоже буду отвечать на ваши вопросы. Все тут? Я вернулась.
Дочитываю вопросы. Насчет того, что волоски спустя время выглядят плохо. У татуировщиков, откуда, в принципе, мы это вылупились, это же из татуировок на теле перешли плавно на лицо. У них есть тоже два лагеря. Есть люди, которые говорят, что только олдскульные татуировки такие всякие, знаете, нереалистичные такие орнаменты какие-то или такие обрубленные формы, все такое вот плотно закрашенное. Я забыла, как называются эти в татуировке виды рисунков. А есть люди, которые за реализм. То есть есть настолько, не знаю, залезьте, поищите, но, может быть, там, первый, кто в голову мне пришел, это Дэн Яковлев. Есть нереальный какой-то татуировщик, просто человек, который делает искусство прям. То есть это реализм чистой воды. И ему я тоже видела много критики, ну, таким, как он, вернее, художником, что а зачем ты извращаешься, все равно все заживет не так реалистично, часть деталей уйдет. То есть реализм что такое? Это прописывание прям мелких деталей. И я, знаете как, я и с теми согласна. На самом деле кожа, она живая, и мелкие детали либо подплывают, либо уходят раньше, чем положено. Поэтому чем крупнее рисунок, тем он меньше исказится и меньше испортится со временем, скажем так. Ну, естественно, чем опытнее рука мастера. Вот. Но не делать этого, допустим, я не могу. Ну, реально, потому что мужчине сделать просто пушистую растушевку невозможно. На многих кожах волоски сохраняются отлично очень долгое время, и клиенты приходят спустя там год-полтора. У меня в Инстаграме есть вкладка «Зажившие», я туда начала собирать снова, и давно этого не делала уже, потому что я сама давно мастером уже не работаю, чтобы постоянно видеть клиентов, то есть это какие-то модели, которые я на обучении еще где-то показываю, а их выловить сложно. Вот. И там есть работа, одна из старых моих работ, где старую растушевку мы перекрывали, и там видно, как выглядят волоски спустя время. Ну, давай сейчас, может, можно телефон? А ну-ка мне, пожалуйста, этот. Я сейчас найду ее, покажу. Там видно просто очень грязная, некрасивая старая растушевка, которую мы перекрывали. Я поищу, сейчас я найду ее. Вот это, кстати, работа тоже очень старая и спустя большой промежуток времени. Это работы студентов, я тут их собираю. Это все зажившие работы, но они относительно свежие. Где? Вот она, смотрите, сейчас получится. Смотрите, старая синюшная татуировка, татуаж, ну, который перекрывали, и видно вот волоски, это спустя время, спустя практически больше года. То есть все волоски на месте, они просто плавно уходят, и они уйдут, если не трогать и не обновлять, под чистую кожу, то, что мы перекрывали, оно так и лежит, потому что это другая большая глубина. Но, к сожалению, прям много таких работ я не могу найти, потому что люди, ну, как бы не приходят спустя, ну, как лично ко мне, потому что я не мастер. Но мы сейчас начнем собирать, будем собирать, постоянно выкладывать вот такие работы. То есть это наша бабушка, я ее вижу каждый день, просто руки не дойдут сделать ей обновление, поэтому я ее выловила и сфотографировала. Вот, татуаж ее старый, она делала в Китае лет уже, не знаю, 10 назад, то есть ему реально очень много времени. Но, видите, вот по верхнему краю вообще почти чистая кожа, видно волоски, а по нижнему краю они более были яркие и, ну, как бы лучше сохранились. Но, тем не менее, ну, вот примерно так они выглядят. И насколько они яркие, насколько они равномерные, зависит от того, на какой глубине лежит волосок. То есть, если один тот же волосок прорисовать дрожащей рукой, когда он поверхностно, потом очень глубоко, потом нормально, потом вообще глубоко, то он так и будет выглядеть спустя время. То есть, кусок его нету, потом кусок нормального цвета, потом кусок синюшного цвета. Поэтому все зависит от руки мастера, насколько она уверенная. Вот если бы здесь не было вот этого старого татуажа, то было почти бы не видно вот эту вот работу, потому что она уже почти слилась с кожей. Кожа жирная, кстати. Так, как первый раз прощупать глубину? Сейчас мы будем об этом говорить во время работы.
Волоски лежат в идеальном идеале на той же глубине, что и растушевка, потому что мы должны во всех техниках работать в верхнем слое дермы. Конечно, у вас не получится работать всегда в абсолютно одном слое, и на растушевке также точно какая-то часть у вас глубже, какая-то поверхность не лежит. Обычно там, где более мягкая, ну вот градиент, воздушная часть по верхнему краю, допустим, там рука автоматически и давит чуть-чуть легче, хотя вы должны работать на одной глубине, но добиваться плавности при помощи как бы количества пигментов кожи, а не при помощи глубины. Вот, поэтому просто почти всегда получается все-таки немножко глубже, чем растушевка, потому что вы ведете линию, и так или иначе единичка игла, она прям очень легко входит в кожу, слишком легко. Так, напомните, куда лучше скидывать домашнее задание. Никуда его не нужно скидывать. Если вы хотите, чтобы я глянула ваши работы, если вы в себе уверены, то вы можете просто их выложить у себя в Инстаграме и меня отметить. И я вижу, когда меня отмечают, и когда вижу, прохожу, смотрю. Так, разрушенная кожа вокруг. Если взять волосок кашемированный, там кашемировый, там разрушенная кожа. Но на самом деле это мне тоже надо порисовать на планшете. Вот эти волоски рыхлые, кашемировые, так называемые, они, там кожа не прям разрушена. Во-первых, если мы говорим о работах Оксаны Мартыненко, это человек с очень классной рукой, очень уверенной, и ее волоски, я уверена, лежат на одной глубине. Так, сохранить текущий эскиз. И между ними большое расстояние прям. У нее очень красивая работа, но там большое расстояние. Она никогда не мельчит. Поэтому ее волоски, вот эти кашемировые, они... Ой, нет, не на основе изображения. Заживают, я видела, очень красиво. Создать эскиз. Так, сейчас я вам покажу на увеличении. То есть, что такое волосок? Это вот линия, состоящая из точек. При, видите, увеличении вы можете увидеть также точно и на коже, если вы могли, микроскоп и все такое, что это линия, состоящая из точек. Кашемировый волосок, то есть это волосок, который создается вот такими движениями. Смотрите, вокруг него не разрушенная кожа, то есть он просто имеет как бы другую специфику, что ли, нанесения, внесения. Как раз-таки на жирной коже можно работать такими волосками. А разрушенная кожа – это когда вот так вот человек вообще не попадает совсем, потом прорисовал, вот вокруг разрушенная кожа, а потом он берет еще рядом рисует такой же волосок и наконец-то прорисовал, и вот вокруг тоже разрушенная кожа. Когда они вот такие вот рядом идущие опасные волоски, ну вот допустим, если бы они были вот так вот все нарисованы, то они сплывутся в растушевку. А когда они нарисованы на большом расстоянии, то им некуда расплываться, понимаете? Даже если они нарисованы вот таким способом, так скажем, рыхлые, кашемировые, то есть если кожа между ними не повреждена. То есть я имею в виду вот эти пространства между волосками. Ничего там никуда не поплывет, просто они, может быть, более мягкие, они могут быть более такими воздушными после заживления и, может быть, продержатся меньше. Но это зависит от кожи, опять, и от глубины внесения. Какой цвет ваших бровных пигментов, к какому цвету кожи? Нет, вы не обращаете особенного внимания на кожу, вы смотрите на цвет волосков, на цвет волос клиента, и в зависимости от толщины кожи берете либо прям один в один цвет, либо чуть-чуть более теплый, если вы видите, что кожа толстая. Я добавляю каплю анестезии в краску. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, в свое время я тоже пробовала добавлять каплю анестезии в краски, допустим, когда я делала тени или когда я фиксировала контур губ. И почему-то мне кажется, что
как-то ложится хуже цвет. Вот прям почему-то мне кажется, что вода для инъекций работает не так же, как анестезия в краске. И как бы ее такое малое количество, сколько вы добавите на 6 капель пигмента воды для, ой, не воды, а анестезии, ну там одну каплю, это мертвому примочка. Поэтому лучше просто работать равномерно на правильной глубине, а потом нанести анестезию. Как бы особого смысла не вижу. Так. Да нет, я не уставшая. Все нормально, не обращайте внимания. Так, если у тебя опыт с машинкой... Я не говорю сегодня про машинков, простите, про машинки, то есть... Так. Если клиент хочет пудровые брови через пару месяцев или спустя год после волосковой техники, можно делать или нужно отправлять на лазер? Опять это зависит от того, какой остаток. Если там пятнистые, расплывшиеся какие-то штучки непонятной формы, то лучше лазер. А если там вот так все мягко, как я показывала, то вот эту работу, даже несмотря на тот старый татуаж, мы, кстати, он не реагирует на лазер, поэтому мы его не можем особо удалить. Он прям вот так же и выглядит после лазера. Поэтому мы перекрываем. Вот в этот раз надо будет с корректором перекрыть. То есть все зависит от того, что перед вами. Если там что-то пятнистое, конечно, лучше на лазер. Если неправильный цвет, то либо корректор, либо лазер. Если просто какая-то мягкая уже остаточная дымка или даже где-то видны волоски, они вам особо не помешают в вашей растушевке. Совсем не проблема. Так. Да, тут советы друг другу. Давайте включаем видео, смотрим видео. Да, я пока поотвечаю еще тут на пару вопросов. Все вебинары будут в записи обязательно. Мы сейчас над этим работаем. Это оказалось не так просто, то есть чтобы их, знаете, как если я сейчас разошлю все вебинары опять всем просто на почту, то они выльются в свободный доступ. Зачем мне это надо? Это моя интеллектуальная собственность. Поэтому пока в данный момент, что готово, мы высылаем по мере готовности, чтобы хоть какая-то защита была у вебинаров, чтобы их не перепродавали особо рьяные такие зарабатыватели денег. После того, как будем готовы сдавать экзамен, в какой форме он будет проходить. Точно так же, как и на растушевке. Вы ищете модель, отрисовываете, говорите, это экзамен по вебинару «Волосок» у Нечаевой, и выкладываете у себя в Инстаграме фотографию прямо анфас, видео с клиентом, чтобы было понятно, что это ваша работа, чтобы не присылали чужих работ ради бумажки в виде сертификата. Поэтому вот точно так же, как в растушевке и во всех остальных вебинарах. Очень грустный эфир последний в этом курсе. Ждала вас как спокойной ночи. Да ну как, что он грустный? Давайте сейчас будем веселиться. Просто, ты не знаю, все нормально. Давайте включаем видео, смотрим, что там у нас. Грустный эфир. Просто я не всегда в таком настроении, когда хихи-ха-ха. Сегодня я в таком спокойном. Поехали уже, да, все включено. Отрисовываем эскиз, как кому нравится. То есть либо это полосочки, внутри которых мы рисуем, либо это напыление, либо тени, кто как привык. Можно, как я вот сейчас в последнее время, я затачиваю карандаш очень плоско такой лопаточкой, и его вот этой боковой частью острой рисую. Она очень хорошо рисует линии тонкие. Можно какой-нибудь ручкой рисовать, лишь бы она легко стиралась. И, в принципе, здесь сейчас на видео я буду делать все то же самое, что и во время отрисовки на планшете. Захватываем максимальное количество волосков. Вот здесь модель с азиатским ростом, ну, на большей части брови волосков. И сложная в плане того, что волоски лежат близко друг к другу. Это как раз то, что я не люблю, потому что, во-первых, глаза устают, как я говорила. Во-вторых, есть риск, что
они подплывут в кожу и будет не так красиво, как хотелось бы, но модель с азиатским ростом волосков найти у нас прям проблемой оказалась, реально, еле нашла, поэтому работали с чем есть, как назло. Как обычно, я стараюсь рисовать простыми прямыми линиями. Какими бы прямыми они ни были, все равно на надбровных дугах они слегка будут округлыми, слегка мягкими. Ну и плюс за счет того, что у волосков воздушный край, все выглядит гораздо более мягким в волосковой технике, чем эскиз. Я имею в виду итоговую работу. Правильной глубиной укладки, как долго держатся волоски. Если глубина укладки правильная, а это верхний слой дермы, как я говорила, то в идеале от полугода до 2 лет, вот в этом диапазоне, потому что ни один в здравом уме мастер не скажет вам, что ровно год будут держаться волоски в идеальном состоянии. И опять, вы не машина, вы не лазер, который может выбрать глубину идеальную на каждом участке кожи. Где-то вы все равно ошибетесь, и как только клиент берет в руки карандаш, чтобы закрасить какие-то пробелы или что-то подкрасить, все, значит, пора ему идти на обновление. Поэтому диапазон такой, потому что чем моложе кожа, тем быстрее все уходит. Чем она взрослее, тем дольше держится перманентный макияж в любой, в принципе, технике. В каком видео можно посмотреть про наши пигменты? Мы к осени снимем, это будет и вебинар, и видео про пигменты, и будут готовы каталоги, новые упаковки. Поэтому пока что ни в каком, потому что мы активно наши пигменты не продавали. Кстати, смотрите, на левой брови у этой девушки родинка. Вокруг родинки работать нельзя. Ну, в смысле, по родинке работать нельзя. И родинка, видимо, ее часть, но еще хотя бы полмиллиметра, а лучше даже миллиметр вокруг нее. Кожу тоже не трогать, не повреждать. Но по самой родинке работать ни в коем случае нельзя. Ее травмировать, повреждать нельзя. Поэтому в дальнейшем это место просто можно чуть-чуть тенями подкрашивать. Вы должны об этом помнить. Экзамен, как и все экзамены, платные, да. Скорость машинки на кашемировых волосках ниже, чем на обычных волосках. Но так как они... То есть у вас есть два варианта. Вы можете быстро рукой махать, либо замедлить скорость, как вам удобней. Это как, если сравнивать обычную растушевку и погоню за пикселями на внешнем контуре бровей в растушевке, то же самое. Кто как добивается, в зависимости от удобства, ну, как бы махания машинкой. На чистой коже, видите, здесь работать придется довольно много, потому что свои брови расположены низко. И это, в принципе, весь их рост волосков, потому что так они у нее растут. Поверху она их не щипала. Вот. Кожа для волосков, в принципе, нормальная. И повторюсь, в жизни в обычной я бы начала с растушевки на вот этих бровях, потому что очень большой контраст между своими волосками, которые растут плотно, и волосками, и как бы пустой зоной, на которой нужно работать. Единственное, что они достаточно симметрично расположены у нее, как бы плотная часть, хоть и низкая, но достаточно симметрична. Немножко изменить форму по верху, это то, что нам нужно сделать. А если бы это был обычный клиент, я бы сделала, допустим, растушевку, и на зажившую растушевку я бы добавила где-нибудь в районе излома несколько буквально волосков на большом расстоянии, просто чтобы оживить бровь. Вот. Но вот здесь я вынуждена была поработать с ней. Волос чуть-чуть не сдохла, просто глаза мои так устали от близко расположенных волосков, очень сильно устают глаза. Так. Мария пишет вопрос. Мария, пишите вопрос.
когда там, не знаю, 300-400 человек в чате, от вопросов просто нет отбоя, а тут все скромно молчат. Пишите ваши вопросы. В принципе, я подозреваю, что на основное количество вопросов я во всех предыдущих уже видео ответила, потому что, ну, на самом деле очень похожа работа все равно, просто разный рисунок и немножко по-разному вписывается в свои брови клиентов. Так, большинство клиентов не поймут такой конструктивный эскиз. Он шире бровей, как убедить клиента, чтобы он отдался мне для работы. Вы знаете, я так тоже раньше считала и всегда рисовала брови такие, с которыми клиент может от меня встать и уйти, потому что они ему прям нравятся, и он себе нравится. Вот так я начала рисовать, не знаю, может быть, года, полтора-два назад, ну и не на всех клиентах. И как я заметила, вот такая рамочка, они не могут ничего понять и быстрее соглашаются даже, чем когда у них там какая-то форма, и начинают на себя смотреть, фотографировать, кому-то отправлять, а здесь им ничего не понятно, и они такие, ну ладно, давай. Просто вы можете сразу сказать, что я буду работать внутри рамочки, что, естественно, только пустые места мы будем заполнять, чтобы они так себя представили, просто вообразили. Ну, естественно, перед началом рисования обязательно нужно спросить клиента, что он хочет вообще, толщину, потому что бывает такое, что нарисуешь эскиз и такой, о боже, какой широкий эскиз, показываешь, а она говорит, ой, нет, я еще толще хочу. И бывает наоборот, что недостаточно. Обвожу эскиз сплошной линией я не часто, в основном это точки. Точки, как видите, ставятся на одинаковом расстоянии, то есть не обязательно рисовать какие-то полоски, разлиновывать полностью весь лоб. Вы можете просто поставить точки в знаковых местах, то есть это изломы, головки, хвосты, и потом вот это пространство тела брови поделить на равные части, то есть сначала точка посередине, потом посередине отрезка каждого, и в принципе этого обычно достаточно, то есть получается у нас сколько? Раз, два, три, ну, 6 точек, 6 в теле брови. То же самое, вы можете каждую точку использовать как ориентир, с какой начали на левой брови, с такой же точки начинаете на правой брови. Вот. И если вы только начинаете, то я рекомендую в волосатой части брови, либо в серединке брови пощупать кожу, то есть провести линию, 1, 2, 3 линии, возможно, не длинные, чтобы они не были от начала до конца, а чисто просто для того, чтобы пощупать именно эту кожу, на какой глубине ложится пигмент. Как обычно, кожа растянута в 2 стороны, максимально, насколько это возможно. И, как обычно, длинные линии я провожу в несколько этапов, чтобы не получилось так, что пальцем неудобно, и я пошла слишком глубоко, допустим. Сразу я тут начинаю с волосков в головке. Я работаю всегда немножко по-разному. Когда как удобно, на каком черепе как удобно мне работать. Бывает, что сначала я прорисовываю хвост, бывает, что начинаю с головки, но я советую вам начинать все-таки, наверное, с хвоста первые особенно работы, ну и не начинать знакомство с волосковой техникой, с азиатской схемы, потому что она самая сложная, чтобы быть красивой, скажем так. То есть ее можно прорисовать, но если ты ошибешься и прорисуешь какие-то яркие линии прям от внешнего контура, то это может зажить прям грубо и некрасиво, и клиенту будет мучительно больно. Вот. В головке, если вы работаете, можно сидеть прямо в изголовье, можно сидеть сбоку, в принципе. На азиатской схеме, так как волоски почти все от головки сразу лежат, уже ныряют в тело брови, вы можете рисовать также сбоку всю бровь вообще, потому что это все равно удобно.
потому что много волосков, растущих вертикально в головке, у вас нету, и не обязательно переезжать вот прям в изголовье. Как часто заживает так, что коррекция не нужна? Ну, коррекция нужна почти всегда все равно. Очень плотная стрелка заживает так, чтобы коррекция не нужна, потому что это просто тупо закрашенный большой кусок века. А все сложные техники заживают так, что коррекция все-таки нужна, потому что кроме того, что вы внесли пигмент правильно либо неправильно, клиенты всегда, почти всегда мочат, почти всегда чешут, сдирают эти корки, поэтому коррекция нужна почти всегда. И настраивайтесь на это сами, и настраивайте сразу клиентов, потому что это не бумага, это живая кожа, живой человек. Но бывает иногда, конечно, такое, что просто клиент приходит, и ты понимаешь, что ему не нужна коррекция. Но редко. Где я могу купить такой карандаш? Да, это китайские карандаши Gucci, обычные. Это вообще практически любой карандаш, который сухой. А самое главное, чтобы он был сухой, чтобы он не рисовал жирно. Так, у меня проблема с акцентами, не понимаю до конца, какие выделять сильнее. На теоретической части я очень много говорила. Но у вас эта проблема, Ольга, не уйдет, пока вы не отрисуете миллион бровей. Вот просто миллион. И пока вы не научитесь располагать акцент там, где вам нужно. А иногда это нужно в разных местах, на разных бровях. Поэтому это только практика. Ну и опять, что такое акцент? Акцент – это яркая часть брови, то есть это место, куда сходятся волоски в сплошняк, свои живые волоски. А в вашем случае это место в растушевке, где вы делаете максимально плотно, а в волосках это где делаете вы их максимально близко, либо рисуете широкие волоски, толстые, либо вы кладете дымку. Поэтому где будет на конкретной брови акцент, тут даже не посоветую, что тут просто каждая бровь индивидуально. Ну, если вы примерно в середине будете располагать акценты, это тоже вам поможет. Почти на всех бровях все-таки это средняя часть брови в районе излома, поэтому начните с простого. Как вы помните, да, волоски по верхней части у нас находятся друг от друга на большем расстоянии. Это важный очень момент, потому что все слушают, кивают и тут же начинают рисовать волоски очень близко друг к другу по верхней части и очень далеко друг от друга по нижней части. Тогда внизу получается такая своеобразная щетина, потому что волоски должны прийти куда-то, и они заканчиваются такими палочками по нижней линии. Так не делайте, запоминайте. Если вдруг вам необходимо прорисовать какой-то первый вспомогательный, тоже полупушковый, не сразу начинать, а скелетный, то вы можете вполне это тоже сделать. То есть в волосковом методе очень много элементов прямо вот творчества. Больше всего, ну вот, наверное, тени – это форма и распределение акцентов на веках, и это волосковая техника. То есть это самое художественное и самое сложное на самом деле. Кроме того, что рука должна быть уверенная, еще и надо понимать, как их расположить, как их переплести. Видите, да, хорошо видно точки ну, вот по внешнему контуру, и они могут служить ориентирами. Действительно, прям четко из каждой точки начинать, из внешней, и заканчивать у определенной точки по нижнему, по телу, ну, по нижней части брови. Вы не ошибетесь уже, и даже можете для себя ставить такие же точки еще на латексе или на бумаге, когда тренируетесь. И помните, да, что соединение волосков – это всегда острый угол. То есть они соединяются под острым углом. Если вы будете соединять их вот таким образом, под прямым углом, то красиво не будет никогда. Поэтому, как бы они ни находились относительно друг друга, волоски, они соединяются под острым углом. Ну и вот здесь, в принципе, точно то же самое, что я делала на планшете, показывая работу. Вписываем. Кстати, прикольно было бы прям на ней отрисовать. Я что-то не подумала. Искала другую модель.
Вопрос. Год назад у клиентки был микроблейдинг, сейчас остаток пигмента ушел в розовый цвет. Что делать? Перекрыть или сделать растушевку? Своих волосков нету. Но если у вас нету лазера, я бы выбрала лазер в первую очередь. Микроблейдинг почти всегда почему-то очень часто, вернее, уходит через какие-то малиново-оранжевые оттенки. Я думаю, потому что теплят очень сильно пигмент, зная, что он будет на большой глубине, и удаляется сложно. Опять там зависит от того, какая картина перед вами. То есть я видела и такие вполне себе красивые дымки после микроблейдинга, которые легко перекрыть корректорами. Но в вашей ситуации я не могу вам подсказать, потому что я не вижу картинку, понимаете? То есть если там равномерная дымка реально, то вы можете перекрыть корректором и на коррекции дорисовать волоски или опять сделать уже нормальным цветом, если хорошо заживет. Только не делайте, пожалуйста, все на одной процедуре. Вам нужно сначала дождаться заживления. С машинки течет пигмент, устала с этим бороться. А что за машинка? Проверьте вылет иглы, и, может быть, надо поменьше разбавлять пигмент. Обычно течет, когда вылет иглы меньше, чем на этой машинке он должен быть. Иногда висит капля у меня, допустим, и я на нее не обращаю внимания, потому что игла из нее берет пигмент и вносит его в кожу. Потому что я часто наблюдаю, как мастер набирает пигмент в носике, потом вот так вот об ватный диск все капли убирает и начинает работать просто пустым носиком. Я говорю, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Ты как бы все оставил на ватном диске, и там на пол волоска на коже хватило. Какой смысл этого действия? Но, конечно, чем меньше течет, тем удобнее работать. Есть машинки, которые не избавишься от этого. Игла дребезжит, вылет маленький и течет пигмент всегда. Так, это Тандер или Спирит? Это Тандер. С куратором я научусь ставить акценты. Я всегда привожу в пример. Я могла бы вам сказать, да, вы 100% научитесь, но я не вижу ваших данных, я не знаю, как вы умеете рисовать, насколько хорошо. Скажем так, с куратором у вас гораздо больше шансов вообще в принципе освоить эту технику, и акценты ставить, и волоски правильно рисовать, и формы правильно рисовать. Но, как знаете, кто-то тренируется в спортзале сам прекрасно и делает тело свое идеальным, а кто-то с тренером постоянно тренируется, но какой был мешок, такой мешок и остался. Поэтому все зависит от исходных данных, от желания делать это. То есть вы должны понимать, что с куратором вы просто будете гораздо больше работать, чем самостоятельно. А получится или нет, зависит от ваших природных, скажем так, данных и стремления вообще выучиться в этой технике. Вы не могли бы сделать вебинар по удалению лазером, или этому нужно отдельно учиться? На самом деле я не вижу смысла заниматься лазером, потому что есть для этого специалисты, которые узко этим занимаются и знают все про лазер. Я всех отсылаю к Виталию Микрюкову, у которого есть потрясающие курсы по обучению дистанционно, вам не обязательно даже ехать, то есть у него есть и вебинары, и платформы обучающие, и он точно знает про лазер все. Поэтому я даже не буду пробовать это делать, потому что реально там надо много знать. Что у нас после первого прохода? Ну, в принципе, очень много видно, и можно было бы, даже и особо не обезболивая, пройтись, потому что все терпимо, но все-таки я всегда советую работать на втором проходе с анестезией, потому что все волоски становятся более ярко видны все-таки. Если вот где-то вы вдруг ошиблись, если где-то слишком поверхностно сработали, вам станет четко видно, где не хватает, где нужно доработать. Ну и клиенту комфортней, потому что вот прям на волосках, на мой взгляд, это самая некомфортная зона, техника, то есть там как будто ты лезвием режешь, такое неприятное ощущение. Машинка Lotus, вылет 3,5 мм. Но вообще вылет отличный. То есть, насколько я поняла, мне недавно попадалось видео, машинка Lotus это машинка с такой длинной прям иглой, да? Такие иглы сложнее всего настроить, чтобы они не вибрировали. То есть она, возможно, для растушевки хороша.
Я, честно говоря, не пробовала такую машинку. Мне попалась в Инстаграме какая-то школа, которая типа продает их, и я не люблю машинки, у которых движущиеся части наружу, скажем так, не внутри, а наружу. И машинка была без барьерной защиты, я еще подумала, блин, как там работать. Но если течет и капает только у вас, а у всех остальных этого нету, то я знаю, что на таких машинках обычно бывает еще сверху колесико, которое прижимает иглу, меняет ее там настройку. Поэтому надо разобраться, возможно, с настройкой, потому что у меня была подобная машинка Dragonfly, когда я только начинала. Анестезию я наношу, видите, и жду несколько, там, не знаю, секунд, минуточку, чтобы кожа побелела, стало лучше видно все. Так вот, на этой машинке у меня страшно вибрировало все и текло, и вообще работать было невозможно, пока мне не показали, как на ней работать. И все там стало нормально. Поэтому просто нужно узнать точно у производителя, как она настраивается. Я всегда вытираю просто водичкой. Это просто вода вообще, ничего лишнего. Тут даже при вытирании есть особенности. Если это очень мокрый ватный диск, вы протираете, чуть-чуть поворачиваете, протираете как бы каждый раз чистой частью ватного диска. И также вижу постоянно, как мастера протирают, как бы положил и вот так размазывает на пол лба эту грязь. Какой смысл? Ну и плюс я всегда использую вазелин, потому что пока я прохожу всю бровь, большая часть брови подсыхает и пигмент стирается тяжелее. Поэтому вазелин помогает мне, его как бы, я использую его как мыло. Микрюков. Нет, это Виталий Микрюков. Боже, мне что, неужели можно не знать Виталия Микрюкова? Вы только если в YouTube вобьете Микрюков, там сразу вылезет миллион видео его обучающих. Очень грамотный специалист, очень его рекомендую. И также в поисковике в любом вбейте Виталий Микрюков, вам вылезет его сайт. Я не знаю, честно говоря, адреса его сайта. Так, ну что, второй проход. Второй проход у нас это уже чистая работа по пустым местам. Там, где нам нужно заполнить кожу, на которой волосков в принципе нету. И тут уже начинают уставать и напрягаться глаза, потому что нужно настроить свет таким образом, чтобы не было теней, было освещено максимально вот в том месте, где вы работаете. Я люблю лампы маникюрные, такие длинные, тонкие, на гибкой ножке, которые я пропускаю ниже глаз. Чаще всего, ну не во время съемок. Во время съемок все неудобно, потому что невозможно, чтобы надо было, чтобы видно либо камерам, либо мне. И всегда рисуешь там из-за угла, все тяжело во время съемок. Вот. А чаще всего у меня прям под глазами лампа, она тоненькая, работать не мешает. Она вот буквально как, даже не 2 пальца, а как 1,5 пальца толщиной мелькает тут периодически. Вот. И я стараюсь стирать буквально каждые 2-3 волоска обычно, чтобы убеждаться, что я именно на правильной глубине работаю. Потому что, как вы помните уже, в головке брови кожа толще, чем в изломе. И в хвосте она самая тонкая. То есть, начиная от середины хвоста и до кончика хвоста, ваши движения должны становиться медленней, но легче. Потому что на виске обычно кожа, она такая слегка рыхлая и в то же время тонкая. Поэтому, да, машинка Lotus, иглы у них от Гиансан, растушевываю губы, брови, вытекает пигмент. Ну, короче, вам надо добиться, чтобы он не вытекал, но как это сделать именно на Лотосе, я вам не подскажу, потому что я его в руках ни разу не держала. Какие красивые губы у модели. Боже, я даже не смотрела на ее губы. Так. На первом проходе я вообще стараюсь не двигать волоски, потому что мне нужно как бы вплести свои волоски в то, что растет у клиента. На втором проходе я волоски стараюсь отодвинуть, чтобы мне они не мешали. Но иногда бывают вот такие, как здесь, волоски, которые не двигаются, они такие коротенькие, плотно к коже лежащие и почти не двигаются, невозможно с ними работать, тяжело. Вот, ну,
тогда работаем, глядя как бы сквозь них на кожу, потому что все равно цвет вашего пигмента, насыщенность, они отличаются по цвету, и понять, в принципе, можно, это ваш волос нарисованный или это волос вашей модели, настоящий. И важно помнить, что у вас линии прямые, чтобы вот не, знаете, как не заиграться и не начать раньше гораздо, то есть дальше за бровью. То есть вы должны прям четко помнить, где идет ваша линия, что каждый волосок начинается от нее, не выше, не ниже, а прямо от нее. Если вы ниже начнете, то вы бровь сузите, либо сделаете волнистый контур. Поэтому чем стабильнее ваша рука, чем в более правильном месте вы начинаете движение, тем проще и быстрее вы будете работать. По нижней линии волоски такие, знаете, они лежат почти параллельно друг другу, и как бы вплетаются в те волоски, которые сверху вниз идут. Просто, наверное, сейчас на другой брови я сделаю акцент на этом, потому что их там как бы и не особо видно, но вот это место соединения волосков, которые вверх и вниз растут, оно очень важное. И там часто получается каша у мастеров. Как обычно, я примахиваюсь в воздухе, прикасаюсь и уже потом линию эту провожу. Ни в коем случае не примахивайтесь на коже. То есть вам нужно просто понять радиус, понять, в какой момент игла дотронется. И я часто смотрю сбоку, я прям реально смотрю сбоку, где я прикоснусь к коже. Это важный момент, потому что как бы игла вертикально, вы видите, по сути, если смотреть сверху, только уже след от иглы. Поэтому я иногда заглядываю сбоку. И когда протираете, потом я вот протираю и потом как бы укладываю волоски так, как они есть у клиента, чтобы опять видеть картину в целом. Несколько раз проходить по волоску нужно, когда делаем акценты. Дело в том, что волосок ваш должен быть, то есть он станет ярче и станет акцентом в том случае, если вы его либо сделаете толще, либо если вы вокруг него положите дымку. То есть у вас, по сути, два варианта. Ну, либо если у вас как паутинка все волоски по периметру будут прям вообще тонкие и практически прозрачно заживут. То есть когда вы сразу понимаете, что все волоски пушковые, вам особо не нужны, и вы их нарисовали просто для живописности. Только в этом случае вы можете в один проход яркий волосок в середине сделать. Но чаще всего это толщина волоска или дымка вокруг него. Либо когда они прорисованы прям рядом друг с другом, то есть количество волосков. Я наврала, не два, а три варианта. Когда толстый волосок, когда дымкой вы делаете акцент, создаете яркую часть, либо когда волоски прямо рядом друг с другом находятся, но так, в принципе, либо на нормальной, либо на сухой коже. Ни в коем случае рядом друг с другом волоски рисовать не надо на жирной, потому что они как бы все равно сплывутся, и лучше уж вам там сделать дымку сразу. Так, лотос практически похож на лови. Ну, по машинкам ничего не подскажу. Елена, когда у вас машинка в выключенном состоянии, игла вся в модуле прячется или... Ну, вот эти модули, да. То есть игла прячется в модуле полностью. И там такой намек, что-то если вот так прям по коже возюкать, то будет царапать, а так она уходит полностью. Я так подозреваю, что много от модулей очень зависит тоже. И на некоторых они остаются торчащими. Но из техники безопасности игла должна прятаться в модуль полностью в выключенном состоянии. Все были, кто сегодня на прошлых двух волосках? Ведь наверняка никто не купил одинарный урок по азиатской схеме. Есть такие? Интересно.
Смотрите, там, где много волосков своих, вот в этой зоне по середине и нижняя часть тела брови, более быстрыми движениями я добавляю дымку между волосками. То есть если волосок идет у меня медленный, я вела медленно-медленно, прям там, не знаю, на 5 секунд волос, то быстрые движения, это значит, что я добавляю между волосками дымку, потому что насыщенности недостаточно, а она должна быть. И убивать глаза в бессмысленной работе смысла нету, поэтому я в середине брови добавляю дымку между волосками. Вот эти движения, когда я не особо всматриваюсь, а просто между ними. А вот когда волосок точный мне нужен, я веду его медленно. Видите разницу, да? Да, я поняла. На всех, на всех. Постановка рук, в принципе, точно такая же. Видите, да? Растягиваю кожу на хвосте в 3 стороны, как всегда. Тут вот родинка в середине, родинка, которая мешает. Настолько реалистичные волоски будут вырастать свои. На самом деле я была бы так счастлива, если бы все волоски, вообще все то, что ты нарисовал, вот прям таким же и заживали. Я просто бы, сил моих нету, была бы в восторженном восторге. Но кроме того, что мы рисуем, нам всегда мешает кожа клиента и его уход за процедурой. И опять, так как волоски мои никак не противоречат своим волоскам клиента, появляется вот это ощущение, что до брови и брови, ну и непонятно, где там уже что нарисовано, что было, что стало. Но никогда не будет такого, если вы нарисуете волоски, которые противоречат своим. Поэтому есть вот эти 3 вида укладок, и вам нужно откатать все их, безусловно, чтобы у вас вплетались ваши нарисованные волоски в волоски клиента. Так, у меня не было возможности, только 4-ю часть смотрю онлайн. Но скоро у вас получится просмотреть все, да, в записи, когда будет готово. Пожалуйста, не начинайте. Из 4, если вы посмотрели 1-ю часть онлайн, смотрите, а те все не смотрели, то вам надо подождать и просмотреть все, прежде чем вы начнете пробовать на клиентах, конечно. Потому что это самая сложная схема азиатская на самом деле. Поэтому я ее показываю последней. Я, когда без камер, иногда работаю на 2 бровях параллельно. Всем начинающим, всем как бы новичкам я советую работать на одной брови полностью, потом уходить на 2-ю бровь и оставлять предыдущую бровь эталонной. Если вдруг на 1-й брови вы где-то выскочили, там чуть удлинили хвост или чуть расширили, или там где-то в изломе не нарисовали, по нижней части нарисовали, у вас изменилась форма брови, у вас есть возможность поправить симметрию на 2-й брови, потому что она еще не зафиксирована иглой. Поэтому как бы меньше ошибок у вас будет. Если работать сразу на 2 бровях, я это замечала постоянно у новичков, и какое-то время мои мастера в студии работали на 2 бровях параллельно. Здесь поработал, типа быстрее, типа нанес анестезию, и она сработала там, пока ты ждал, начал на 2-й работать. Но очень часто бывает такое, что на 1 брови прошли более ярко по верхней части или чуть-чуть вышли за контур, на 2-й брови по нижней, и фиксируется настолько сильная асимметрия, и ты уже ничего не можешь сделать, кроме как вот так расширить брови. Поэтому я советую первое время работать сначала на 1 брови, потом садиться, смотреть, как она там похожа, нет, на 2-ю, и уже работать потом на 2-й брови, с учетом небольших возможных поправок. Вот. Ну, конкретно здесь я делаю полностью 1 бровь и переезжаю на 2-ю бровь, потому что камеры так установлены, что мне не получится скакать с брови на бровь. Это просто невозможно.
0,18 игла может быть использована. Может быть, но готовьтесь к тому, что вам придется больше проходов делать, потому что она очень тонкая, слишком тонкая. Я всего пару раз работала 0,18 иглой, приезжали студенты со своими иглами, или даже там 0,16 была какая-то вообще нереально тонкая, и от нее просто следа не было видно. Чаще всего ее прям как бы недостаточно. Вот. Я работаю 0,25, и, на мой взгляд, на волоски они прям оптимальные, прям идеальные. Насколько примерно входит иголочка. Я самым кончиком пробовала волоски делать на своей руке, ничего не осталось через 2 недели. На своей руке. Но, вы знаете, я на своей руке чего только тоже не пробовала. На руке кожа немножко другая, и прям она такая, она вообще реально другая, она какая-то там совсем не такая плотная, что ли. Вы работаете в каких-то там десятых, сотых долях миллиметра. Поэтому вы ориентируетесь только на то, чтобы след остался от вашей работы. И смотрите потом на коррекции, он остался или нет. Потому что если я вам скажу, работаете на глубине там, 0,018. Ну как вы, во-первых, это сможете? То есть это реально самый кончик. Вы не сможете никак отслинить. С линейкой вглубь кожи вы залезть не сможете. Визуально оценить глазами тоже не сможете. Поэтому это реально каждый раз самый кончик иглы. Поэтому, в принципе, даже 0,3 иглой работать можно. И даже 0,35 можно, потому что вы работаете кончиком. Особенно если заточка у иглы длинная, то там вообще вы разницы не почувствуете, потому что она везде, та часть, которая погружается в кожу, это самый кончик. На лбу клиента останется больше, я вам скажу так, чем на коже руки при одинаковом нажиме, потому что кожа немножко другая. На самом деле, действительно, все схемы стали абсолютно понятными месяца через 1,5 периодического рисования. Правильно? Правильно, все совершенно верно. И рука привыкает, и глаз привыкает, и все проще, и ты уже не думая ведешь, то мозги закипают, то ты уже просто рисуешь и думаешь о совершенно другом. Поэтому просто практика. Так. А можно после первого прохода на вторую бровь перейти? Мне сложно одну сразу взять и закончить, боюсь. Ну, конечно, можно. Правил нет на самом деле. Самое главное, чтобы, делая это, работая на 2 бровях, вы помнили о симметрии. Прям не нарушали границы, скажем так. И уж лучше тогда работайте так, чтобы кожа, ну, чтобы они были у вас такие абсолютно равномерные. И в конце, когда сядете посмотреть их по симметрии, садитесь чаще, когда работаете на 2 бровях, чтобы под контролем держать. Как бы насыщенную часть, если располагать посерединке, то можно. Так, посоветуйте, где можно купить Тандер. Вы можете просто вбить в поисковики. Куча интернет-магазинов продают. Учитесь пользоваться Гуглом и Яндексом. Я не продаю машинки пока никакие, поэтому прям советовать кого-то не буду. Все с разной обязательностью продают, кто-то вам будет слать долго, кто-то... Короче, я не советую. Ищите сами поставщиков. Основные это все равно 2-3 больших интернет-магазина, в которых вы закажете, и они первые вам в поисковике выйдут. Давайте прервемся на 5 минут. У меня что-то охрип голос опять. Ну что, поехали дальше. Смотрите, здесь хорошо видно на второй брови. Я прям вот параллельно вот этой линии иду, где волоски согнулись и сплелись в одну линию. В принципе, это ваша задача найти каждый раз на брови это место, где волоски меняют направление. Им воспользоваться, и в это место вы вливаете все волоски сверху и также вливаете все волоски снизу. То есть кому как удобней. Чтобы, знаете, не испортить, старайтесь начинать все-таки прорисовывать хвост.
То есть излом, хвост, потому что потом вы сможете ставить, рисуя в головке волоски, вы сможете ставить на эту зону пальцы, вам не будет мешать ничто. Кожа натянута, видите, как обычно, как бумага. Некоторые волоски вы реально сознательно сразу прорисовываете таким образом, с такой скоростью, с таким нажимом, что они после себя оставят такую дымку, намек на тон какой-то. То есть вы должны помнить, что от скорости руки, от нажима, от натяжения кожи зависит качество волосков. Помните, да, что натянута очень сильно кожа должна быть. Как бы со стороны кажется, что я просто положила руки, но она натянута в 3 стороны каждый раз, просто вот настолько, насколько именно эта кожа способна тянуться, скажем так. И чаще это еще срабатывает как отвлекающий такой момент для клиентов. Им менее неприятна работа иглой, чем вот это вот усилие, когда ты сильно поставил руки, сильно натянул кожу. Ну и скорость движения, смотрите, видите, да, что она реально медленная. То есть волосок я веду, короткий волосок, который там полсантиметра, со скоростью там 4 на 4-5 примерно, если в голове считать медленно. 1, 2, 3, 4, 5. Вот примерно с такой скоростью. Там, где много волосков, я уже не парюсь и провожу их, как видите, быстро, потому что смысла там вырисовывать волоски, но нету совсем. Во-первых, они будут прикрыты своими волосками, а во-вторых, вы просто потеряете глаза, если будете постоянно прорисовывать прям точные волоски. Здесь хорошо видно вот это вот мах-мах и прикосновение к коже. И видите, да, что можно вот такими напыляющими движениями создавать волосок, то есть как бы по 2-3 миллиметра такими штрихами. Самое главное находиться максимально, насколько это возможно, на одной глубине в коже, чтобы не заглубиться. Как бы если уйдет больше, чем вы планировали, это не страшно. Это даже как бы вариант нормы. Главное, чтобы у вас не было такого, что придется лазером удалять. Так, я слышала, что волоски нужно рисовать толстыми иглами, так как не гнутся. Более стабильно, все равно классические. Ну, прям толстыми нет. Все-таки прям толстыми иглами, если вы будете рисовать там 0,35 или 0,4, если найдете, то на контуре брови, если вы вдруг дотронетесь не там, где планировали, это будет прям толстый сразу волосок. Все-таки 0,25 иглами получается прямо оптимально. Они достаточно тонкие, но и достаточно толстые, чтобы видно было волос. Я бы не рекомендовала работать толстыми иглами, только если это мужчина. Только в этом случае. Так, у вас есть пост про схеме волосков 3-летней давности и современный. Очень классная инфо для клиента, можно его перепостить. Да, пожалуйста. Пост 3-летней давности, а где вы его нашли? Потому что у меня аккаунт старый взломан, а этому аккаунту последнему в Инстаграме года нету еще. И там репостами вы можете все что угодно брать у меня вообще без проблем. Не пойму просто, где вы там что нашли. Зависит не от модуля, а от машинки. Нет, от модулей тоже очень много зависит. Есть модули, которые настолько тугие, всякие китайские особенно, что там игла то прячется, то не прячется, то прячется не полностью. Поэтому тут не особо от машинки. Мне даже приносили на тест модули, в которых игла в выключенном состоянии, не вставлена в машинку, все равно торчала. Поэтому куча разных модулей есть. Постоянно поворачивайте голову. Тоже одна из частых ошибок, когда мастера сами вот так начинают скрючиваться, чтобы им стало видно сбоку там волоски. То есть голову на там 5 миллиметров еще чуть-чуть повернула. Видите, прорисовала, еще чуть-чуть повернула. В зависимости вот от зоны работы, которая у вас,
вы должны поворачивать голову, чтобы она была горизонтальна, чтобы она была хорошо освещена, чтобы вам было удобно вести. И опять напоминаю, когда игла вертикальна по отношению к коже и к линии горизонта заодно, ей проще подавать пигмент, потому что он еще и под силой тяжести вниз опускается. Когда вы рисуете вот так вот сбоку, и игла вынуждена сбоку ходить, то пигмент подается неравномерно, и волосок с большей вероятностью будет у вас пятнистым, заживет пунктиром. Так, какая особенность волосков Еременко все так же делается? Ну, она рисует волоски, насколько я понимаю, с одной стороны сидя, как бы глядя в лицо клиента. И там особенность внесения пигмента в кожу, то есть там другие немножко движения у нее. Вот. И плюс как бы смысл-то тот же, внести волоски на максимально одинаковую глубину. У Еременко особенность в ее запатентованных укладках. Реально. Это как, знаете, магазины Мосмаркет, они продают ежегодно коллекции одежды, которую только что выпустили какие-нибудь известные бренды. Немножко меняют, немножко пуговицы другого цвета, там еще что-нибудь. И бренды, конечно, могли бы судиться с ними, потому что львиную долю забирают как раз магазины типа там H&M какого-нибудь, которые следят за тем, что на подиумах мира происходит, в тренде, находятся и выпускают свои дешевые одежки. Но запатентовать каждую вещь невозможно, так же, как и запатентовать волоски, их направление, их соединение. Блин, ну это такой бред вообще. Но рисунки у нее, конечно, красивые, очень красивые. Так. Поняли. Все, извиняюсь. Я не поняла, да, действительно. Про 3-летнюю давность я не поняла. Так. Что тут у нас дальше? В головке наши волоски самые прозрачные, как вы помните. Но тут, если присмотреться, то видно, на какую глубину входит игла в кожу. Она реально, я кончиком рисую, и если, не знаю, присмотреться, то она практически вся на поверхности. И нет у нее такого, что я ее загнала прям очень сильно или нет. То есть я могу менять движение само, я могу менять скорость, но глубина у меня, я всегда стараюсь, чтобы глубина была как раз максимально одинаковой, в зависимости от зоны, где я работаю. То есть если это головка, то чуть глубже, напоминаю, да? Все те же самые соединения. Это, кстати, зона такая нелюбимая всеми, где волоски сходятся, соединяются. Те, которые вверх растут, и те, которые вниз растут. И тут также важно, как и везде, чтобы они соединились под острым углом. Даже если они имеют общее направление, как бы такой практически перпендикуляр, то за миллиметра 1,5-2 до волоска он должен изогнуться уже и влиться мягко. И под острым углом, соответственно. Волоски можно рисовать на себя одним движением, на себя таким напыляющим движением. От себя можно вытягивать очень красивые тонкие волоски, если удобное лицо. Вот я свои работы только на видео просматриваю насчет вот стабильности. И я вижу в некоторых местах, что
игла идет на одной глубине, потом скакнула, более поверхностно прошла. То есть, так как мы не машины, мы, которые могут определить глубину и прям четко на одной глубине пройтись. Это нормально, когда рука дрогнула, когда ты ошибся с глубиной немного, но должна быть ошибка с глубиной на, знаете как, на то, что волосок слишком поверхностный, а не глубокий. То есть, ну, понятно, да, что чем глубже, тем проблемнее исправление. То есть, если у вас пробел, то вы его просто на коррекции дорисовываете. А если у вас заглубление, то тут уже надо что-то делать. Либо его менять корректором, либо лазером. Так, а какой была ваша первая работа комом? То есть чего ожидать от своей первой? Конечно, понимаешь, что там титанический труд на коврике. Я полностью засадила брови вообще. Причем у меня первая работа совпала с тем, что я попробовала делать это татуировочными пигментами. Вообще не знаю, как их разбавлять и соединять. То есть я... Хотя я вру, блин, это так давно было, 8 лет уже прошло. Я пробовала рисовать волоски перманентными пигментами. У меня на тот момент был Дерма была, Face and Body был, еще какие-то, и всеми ими я пробовала рисовать, и даже просто во время работы я понимала, что это не волосок, а это какая-то размазня, потому что мало пигмента было в коже. И я накупила татуировочных пигментов, и ими у меня легло сразу и так идеально, я просто была в восторге. Это те самые волны Эллиота, когда ты такой в восторженном восторге, и потом к тебе этот клиент приходит, и ты понимаешь, что что-то пошло не так, они все серо-синие, все толстые, потому что все подплыли. Я работала слишком глубоко вот этими пигментами после после перманентных пигментов. А девушка была в восторге, потому что это было то, что она хотела, она вся была в татуировках, и ей все понравилось. Это я прям точно помню. А еще у меня была тоже клиентка, она мне написала: Леночка, я извините, но я забыла, и на там 4-й день по инерции скрабом прошлась по всему лицу, и почти ничего не осталось. И я такая, ну ладно, ну что, она пришла, и не знаю, от того, что она скрабом прошлась или что, ну, может быть, и не поэтому. У нее они такие были, меньше пигментов в коже было. Да не, хотя, наверное, это не скраб виноват, я просто там меньше заглубилась. Короче, ошибки самые стрёмные были, это то, что я заглублялась. И я работала, вот если сейчас я волосок рисую с одного, с двух, ну с 3 проходов, то есть когда кожа сложная или когда что-то мне неудобно, то тогда я делала в каждый волосок по 30 проходов, чтобы вы понимали, реально по 30 каждый. И это была жесть. И они были, конечно, все гораздо более толстыми. Вот, и они не были переплетены, это были вот такие просто изогнутые палочки. Но там в сплетении со своими волосками смотрелось ну, неплохо, лучше, чем там у многих остальных. Переплетать волоски всяко разно я начала, наверное, года 4-5, может, лет 5, даже больше назад, когда их начала переплетать, стараться более художественно. Потом, конечно, когда я увидела волоски других мастеров, которые уже долго там их переплетали, я офигела, в каком я прошлом веке. То есть всегда надо следить за работами других мастеров, которые, возможно, что-то уже сделали более классно и красиво, чем вы. То есть надо вылезать из скорлупы своей и смотреть, что там в мире происходит. И никогда не относиться к своим работам как к самым клевым, самым лучшим. Так. Когда ведете волосок, вы заранее знаете, куда сплетется или по ходу решаете? Нет, обычно я заранее прикидываю, куда я его проведу. Я даже вот такое движение совершаю как бы во всю длину, чтобы понять, моим пальцем удобно или нет, будет довести до конца. Но иногда я понимаю, что я веду, а что-то пошло не так, и он пошел не туда, куда я хотела, а уже как бы надо либо остановиться, либо довести как есть, если это не мешает ничему.
То есть чаще всего я, конечно, прикидываю, но не всегда волоски, ну, не всегда рука повела туда, куда ты хочешь, прям вот идеально, особенно когда ты тонкий вырисовываешь. Но как раз над этим вам и нужно работать. Над тем, чтобы волосок шел туда, куда вам надо, а не ему. Сижу, рисую на бумаге азиатскую симпа, на ухо дается легче предыдущих. Ну, супер! Давайте, как только закончится вебинар, отмечайте меня, я хочу посмотреть, я с огромным удовольствием посмотрю. Я думаю, что может быть еще дело в том, что вы тренировались и переплетали, потому что вы посмотрите на самом деле на соединения, они же одинаковые. Соединение волосков между собой. И по сути это все те же самые две веточки, которые в самом начале на первом уроке я показывала. То есть везде это они, ничего там нового нету. Просто с какой частотой они нарисованы, на каком расстоянии друг от друга они нарисованы. Ну, кстати, вот здесь можно паузу мне поставить. Это то место, о котором я говорила. Нижняя линия, смотрите. Сейчас я покажу. Важный момент. Вот это место. То есть кажется, что волоски здесь идут все вниз, но еще долгое время, видите, да, они от головки идут вот сюда наверх и вот таким образом вплетаются вот в этот самый первый волосок. То есть часто очень по нижней линии брови мастера вот эти вот волоски, они как и полупушковые по нижней части, они их либо пропускают, либо игнорируют, либо рисуют полупрозрачные, и потом как бы не повторяют, их уже не видят, и теряют форму тела брови. То есть я сейчас, чтобы долго не бегать, нарисую. То есть это вот эта вот зона, где у вас прошел волосок, и вот этот вот кусочек. То есть вот в этой части волоски могут быть нарисованы как бы с одного раза, и не пытайтесь там, они так как находятся близко друг к другу, не пытайтесь между ними рисовать еще какие-то вот эти вот связки, получится каша. То есть в этом случае у вас, если вот здесь вот в головке брови, там где большие пространства, вы прорисовываете всякие вспомогательные волоски, то вот в этой части они у вас просто вливаются плавно в основную линию, и все. Но они, тем не менее, нужны, потому что если вы их не прорисуете, у вас просто получится вот такая стандартная ошибка, когда нижняя линия, нижний излом потерян, форма искажена за счет того, что вот здесь вот этот кусочек мастер упустил. И надо нам включить одновременно, выйти, не сохранять это. Так. О, и как раз я ответила, Светлана, вам про это место под изломом, потому что его прям очень часто реально пропускают, искажают и жизнь себе усложняют. И мы начинаем дальше смотреть. Я прочитала ваши мысли. Так. И чаще всего там и волоски растут, и они как бы прикрыты своими, но все равно прорисовать имеет смысл, потому что без них будет пустовато и форма немного искажена. Так. И тоже я протираю каждые 4-5 волосков, чтобы убедиться, что я работала не в холостую, чтобы именно под изломом. Подождите, я не все ваши мысли прочла. Ладно, сейчас мы когда дойдем до места под изломом, я тоже его еще раз прорисую. Все, я поняла, под изломом. Но под изломом они как бы соединяются все друг в друга вливаются. Там же у нас самая яркая часть, и там у нас еще и волоски свои росли нормально так по яркости. Закрой, пожалуйста, дверь. Нет.
а не теневая растушевка. Это желание клиента, ведь клиент не всегда точно знает, что хотят. На самом деле вы клиента, конечно, спрашиваете, и иногда приходится отговаривать клиента от волосков, когда ты понимаешь, что просто там не будет так же клево, как хочет клиент и хочешь ты сам. Вот. Но в основном клиента, конечно, спрашивать надо, потому что есть люди, которые фанатично хотят волоски, и они пойдут, если не к вам, то пойдут сделать микроблейдинг какой-нибудь, лишь бы были у них волоски. А есть люди, которые хотят только растушевку и точно совершенно понимают, что им ничего больше не нужно, а только растушевка. Поэтому тут такое совместное, то есть вы и спрашиваете клиента и смотрите на то, что представляет из себя его кожа и его рост волосков, потому что чаще всего я все-таки смотрю не на кожу, а на рост волосков. Если они очень плотные, если они находятся очень близко друг к другу, то я даже не пытаюсь рисовать волоски на такой коже. Так, если основной волосок будет заканчиваться по низу именно под изломом или чуть-чуть дальше. Такой тоже может быть, но это уже скорее, знаете, как, может быть, вполне в рисунке такое тоже, да, но это больше похоже на смешанную уже схему будет. Но, безусловно, если волоски раскиданы редко, то вполне может быть такое. Мой первый клиент был с апельсиновой кожей. Мой клиент первый был с хорошей кожей. Это была девочка с идеальной кожей, как бумага просто, которая. И можно на секунду звук выключить? Звук выключить на секундочку. Да. И мне сразу надо на паузу ставить это место, о котором спрашивали. Блин. Сейчас. Я сейчас прорисую. Ну, там не ватный диск, у меня немножко другая эта часть. Про место под изломом. Я тут не могу перевернуть, к сожалению. Это просто программа скриншот. Смотрите. То есть вот они здесь, эти волоски. В месте под изломом соединяются. Не надо, все нормально. И вот примерно так они прорисованы. То есть вот здесь по низу они, если бы не было столько волосков своих, я бы их, конечно, прорисовывала тщательно, но так как здесь много волосков, я там особо не парилась и просто такими быстрыми движениями прорисовала их. Чего и вам советую: не убивать глаза, а просто их соединять в этом месте такими рыхлыми волосками, скажем так. То есть рыхлый волосок, он позволяет не сильно напрягать глаза, но дело в том, что на рыхлом волоске вы как бы должны понимать, что это волосок с дымкой вокруг, либо состоящий из точек, это зависит от кожи. А если у вас кожа тонкая, то там, конечно, надо напрягать глаза, и ну вот примерно вот так они соединяются между собой. То есть если брать основные, то вот они прям могут один в один вливаться для того, чтобы как бы вот эту насыщенность по нижней части брови усилить. Понятно? Так, понятно я прорисовала? Ну и, соответственно, там-то у нас еще волоски идут. Ну вот здесь вот они вот таким образом вливаются. То есть они там все соприкасаются своим воздушным краем, либо даже там насыщенностью большей. Все, включаем следующее. Так, у меня или лежит волосок, или чересчур неправильно как-то.
Но именно поэтому я рекомендую волоски прорисовывать, пока кожа натянута и пока пальцы не переставлены, сразу несколько. То же самое делайте и карандашом, то же самое делайте и на латексе, и на коже клиента, потому что а, постоянно наблюдаю, прорисовали один волосок, вот так руки убрали, смотрят, потом другой волосок. Они уже как бы не имеют все такого одного единого направления, потому что а, рука, она как циркуль у вас работает. То есть вот кожа, пальцы стоят, и вот у вас какой-то радиус удобный, либо неудобный. И пока вам удобно, вы можете прорисовать несколько волосков, они тогда будут иметь все одно направление, мягко соединяться. А когда вы постоянно меняете на постановку рук, то вам становится это сделать уже сложнее. Поэтому один лежит, один стоит, один влился, один вообще непонятно куда пошел. И привыкайте прорисовывать сразу по нескольку волосков, пока руке удобно. Всегда ли нужно отрисовывать полную схему на клиенте, если, например, она хочет только пустые места заполнить? Это возможно? Безусловно, это возможно, когда есть какая-то проплешина и вообще больше ничего не надо. Но такие случаи на самом деле мне попадались довольно редко. Смотрите, вот сейчас у меня быстрое движение, оно просто чисто для того, чтобы либо усилить немножко волосок, либо между волосками быстрым движением положить дымку. Ничего больше мне не надо в том месте, где своих волосков много или мне нужно, знаете, как свой пучок волосков лежит, а над ним пустота, резко пустая кожа. То есть это место мне надо как бы плавно растянуть, чтобы это не было контрастом между несколькими нарисованными волосками на пустой коже и густо заросшей частью своей брови. Поэтому иногда я там кладу дымку между волосками, чтобы вот эту растяжку цветовую сделать, как бы насыщенности растяжку сделать. Ну и когда бровь натянута в ширину, не в длину, а в ширину, то между волосками сразу много пространства появляется. Чтобы вас это не вводило в заблуждение, вы должны периодически бровь отпускать и смотреть на нее в нерастянутом виде, потому что иногда непроизвольно мастера начинают мельчить, а потом, когда отпускают кожу, все сжимается и выглядит почти растушевкой. Поэтому надо найти то оптимальное, как бы, нахождение волосков, потому что есть кожи, которые очень сильно тянутся, а есть кожи, которые почти не тянутся, и в зависимости от тягучести кожи вы на натянутой коже выбираете расстояние между волосками. Понятно так объяснила? Так, можно вам в директ высылать то место, не получается правильно объяснить, где проблема. Знаете как, отрисуйте и у себя выложите на странице, и меня отметьте. В директ не надо мне высылать, я не буду смотреть. Мне реально по нескольку десятков фотографий в день приходит с просьбами. Мой случай такой исключительный, посмотрите, мне нужен совет. Нет, если у вас реально не получается, вберите просто курс с куратором, и он вам подскажет, он будет обязан ответить на все ваши вопросы и добиться, чтобы вы поняли, где, куда, какой волос должен идти. Потому что, ну, реально в директ мне писать не надо, пожалуйста. Он у меня разрывается от писем и фотографий. Места под изломом больше никакого нету, если мы про азиатскую схему. Так, что тут? У нас почти закончена уже процедура. Осталось 3 минуты. То есть в конце процедуры, когда вы сравниваете по насыщенности, вы должны обязательно проверить, чтобы брови были в одинаковом состоянии. Я имею в виду сейчас анестезию, потому что пока вы работали на одной брови, вторая почти анестезия перестала действовать, она потемнела, и некоторые мастера, не думая об этом, начинают усиливать насыщенность той брови, на которой они работают, а она просто-напросто выбелена анестезией. Поэтому не для того, чтобы обезболить, а для того, чтобы брови находились в одинаковом состоянии, периодически нужно все-таки подмазывать анестезию, иначе есть риск, что вы в попытках сделать ярче заглубитесь или сделать какие-то непоправимые такие вещи. Поэтому не забывайте сравнивать лево-справа по насыщенности, по расположению акцентов, ну и, естественно, по форме, толщине, длине и так далее. Так. Курс без... У меня есть курс без куратора. Ну что ты будешь делать?
Но выложите у себя и отметьте меня. Я зайду и дам комментарий по возможности. Я поняла. Да, вообще я думаю, что пара сотен бровей, и вы разберетесь в любой ошибке своей, в том, что не получается. Вот надо просто запомнить, что все волоски соединяются под острым углом. А, Я имею в виду друг с другом. Даже если они вот вообще в разные, имеют направления совершенно разные. Я сейчас еще это отрисую на... Ну давайте, вот сейчас, пока идет эфир, в директ мне пришлите, если есть такая возможность. Я сейчас пока еще могу вам отрисовать, показать, что не так. В Инстаграм, в директ. Давайте, у вас есть целая минута. Так как сегодня мало вопросов, потому что мало людей в прямом эфире, наверняка ваш вопрос поможет еще куче людей. Давайте мне скорее свою фотку в директ, я залезу, проверю. Так, ну тут мы вот закончили процедуру, можно на паузу поставить, рассмотреть, да, когда она прямо будет. Ну, в принципе, там нормально все. Ну, там просто портретно надо было бы. Чуть-чуть назад получится, там, где два лица. Как бы я опять люблю лица, которые можно поменять. Единственное, ну, крупные черты лица и такие невыразительные бровки, очень тонкие и очень низкие. А шириной мы их приподняли кверху, видите, да? Вот. И работа, повторюсь, такая прям сложная, потому что волоски надо было рисовать близко друг к другу. То есть на этом лице прекрасно бы смотрелась и растушевка. И если надо, то потом можно было бы в районе излома сделать чуть-чуть больше, ну, несколько волосков, которые... Так, что-то мне в директ прислали. Девочки, если тут есть мальчики, давайте вопросы свои. Я готова еще поотвечать, и мы будем завершать. Я пока сейчас посмотрю, что тут мне в директ накидали, и жду от вас вопросы. Оно все очень похоже, конечно. Так, спасибо за комплименты, но, видимо, за все серии вебинаров по всем зонам я уже ответила на все возможные вопросы, и, судя по всему, практически все смотрели предыдущие серии, да? Народ, дайте мне ваши вопросы. Я сейчас проверю. Тут мне сейчас что-то как с цепи сорвались, пишут, можно ли к вам на обучение в сентябре. Уже курс полностью занят. Ко мне не получится попасть на обучение в сентябре. Извините, простите. О, тут кто-то молодец, прям классно отрисовал. Аж карандаш сточенный приложил. Красиво получилось. Ну что? Спасибо вам тогда. Что я могу сказать? Спасибо вам, что вы 4 недели подряд сидели по выходным со мной, слушали меня, смотрели, рисовали и пробовали. В директ ко мне ничего не поступило. Счастье ваше прошло мимо с консультацией лично от меня. Ну, так. Так, спасибо. Да, пост-уход абсолютно такой же. Все, просто вам нужно стереть сукровицу и пигмент, который кожа вытолкнула в первый день. Можно дважды хорошо помыть с мылом и со следующего дня на сухую заживать. Так, спасибо большое за... Да, вопросы начнутся, когда будем работать кожей. На самом деле, реально научиться рисовать – это одно. То есть меня прикалывает просто все мастер-классы, где просто учат рисовать на бумажке или на латексе в лучшем случае, потому что самый трэш начинается на коже, потому что кожи все разные, укладки требуется не та, которая получилась хорошо на латексе, а та, которая вплетется в конкретную схему волосков живых, форму и так далее. И действительно очень тяжело именно на коже работать уже. Так,
Утолщение на связках делаем уже за вторым проходом. Иногда, да, иногда вы можете сразу прорисовывать утолщения, если они нужны. То есть это зависит от того, как вам удобнее. На самом деле вот тут правил нету. Иногда я прорисовываю скелет, вот так оттягиваю голову и смотрю. И понимаю, что там без утолщения не обойтись, просто никак. Не будет достаточно насыщенности. А иногда я понимаю, что там хватает 2-3 волоска в нужном месте дополнительных, и все. И будет нормально все. Так, иногда встречаются брови, где волоски в головке растут прям горизонтально, и почти сразу все уходят вниз. Но в таком случае вы всегда стараетесь повторить то, что видите перед собой. Прям плоско и горизонтально, если это значит, они еще и рядом друг с другом растут, скорее всего, тогда, посмотрите, может быть, можно растушевкой обойтись. Спасибо за обратную связь всем большое. Уже привыкла. Вы знаете, к концу недели я понимаю, что мне уже что-то не хватает, скоро должен быть вебинар. А на следующей неделе у меня нет вебинара, аж и думаю, как это, что такое? Отдохну. Так, спасибо большое. В директ мне не пришло. Пришло много другого, но не пришла никакая картинка. Все, давайте тогда заканчивать. Все вопросы, если у вас они остались, хотел сказать, пишите, я отвечу. Нет, я не отвечу. У вас есть вот сейчас минуточка, чтобы задать свои вопросы. Да, есть вебинар по пудровому напылению. Он очень-очень длинный, 7-часовой, насколько я помню. Там прям очень много информации. В шапке профиля в Инстаграме есть ссылка в шапке моего профиля, где вы, скорее всего, меня и нашли. И сейчас тут ссылку разместят тоже на эти вебинары. И напоминаю вам всем, что у нас есть вебинары, почти сейчас на все уже темы мы закрыли. И у нас есть обучение дистанционное на нашем портале по обучению, где вы можете пройти и освоить растушевку, и сделать даже работу на клиенте под руководством мастера. И это можно сделать и на бровях в растушевке, и в волосках. Поэтому, если это вам интересно, вот здесь сейчас будет ссылка, по которой вы можете перейти и попасть на этот, зарегистрироваться для того, чтобы... Да, я не просила оценок, но уже ставят, спасибо. Оценки, как в школе. Так, придумайте новый вебинар. Но я на самом деле уже придумала, только я думаю, это должна быть коррекция все-таки, или это должна быть коррекция корректором. То есть надо, видимо, повесить голосовалку и сделать, который победит первым. Вот, все. Спасибо вам, что вы со мной были 4 долгие недели. Спасибо всем. Пока.